Так. Хотите развивать свой бизнес в интернете? ВКонтакте для бизнеса. Находите клиентов в самой большой социальной сети в России. Узнайте как на vk.com/biz. I remember the feel of the air touch my skin. Am I real? 'Cause I felt something leave from within. I feel empty. Have I got nothing left to give? Am I living? 'Cause I only felt alive with him. I'm driving in the night, the hood down. It's when I feel alive, when no one's around. The darkness deep inside comes to light now. But it's alright, it's alright. I can break no hearts if I got none. I won't break apart if I stay on the run. But sometimes in the night I miss the sun. Why did darkness come? I felt my body break, my heart give up. Why did darkness come? I felt the lightning shake me into hell. Why did darkness come? I wanna stay in here where I belong. Why did darkness come? Something keeps waking me up. Why did darkness come? Why did darkness I remember
heart give up? Why did darkness come? I felt the lightning shake me into hell. Why did darkness come? I wanna stay in here where I belong. Why did darkness come? Something keeps waking me up. Nothing Так, всем здорово. Короче, будем часик где-то до стрима разомнемся. Да, учусь я сейчас на права категорию Б. Вот домашнее задание. Такое, как называется, онлайн обучение у нас. Вот. То бишь. Учусь. Ну, получается, учусь модульно. Модульное обучение. То бишь, не надо ходить в класс, да, там теорию, там это все, автошколу. А вот тебе дается программа, ты в ней регистрируешься. Вот. Все. Вот. Ну, это она как бы есть на сайте, можно ее найти, да. Но там максимум 3 дня, что ли, ты можешь как бы пройти, и все, дальше все. Тебе полную версию только может дать это обучение инструктор. Ну, не инструктор, а преподаватель автошколы. Вот. Вот, он может тебе дать полный курс. Вот. Как бы ты проходишь дни. Да, вот. У меня 16-й день пошел. 15 дней прошел. Прогресс 990 очков. Как бы надо пройти 36 дней пройти. Вот, обучение. Вот. Тут есть же также одногруппники, кто вот учится тоже в таком же обучении. Все 289 человек, да, всего один онлайн. Сартова Наталья. Вот. Обучение, вот. И... А как он проходит, вот задачи у тебя, вот, например, вот за день ты день должен пройти, да, у тебя вот теория идет сначала, да, потом пользование световыми приборами и звуковыми сигналами. Вот. Это видео. Вот это все видео. 3 видео. Вот. Теоретическое сначала перед этим. И потом тематические тесты. Ты проходишь. Тематические тесты. То бишь. Ну вот. Сейчас. То бишь билеты вот эти ты херачишь. Вот.
у тебя вот вопросы по теме. Вот. Вопросы по теме. Вот у тебя идет вопрос пользования внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. То бишь это у тебя будет в вопросах здесь вот такой быть. Тема такая, да, либо буксировка механических транспортных средств. Вот, учебная езда, там будут вопросы по учебной езде. Перевозка людей, то же самое. Вот, перевозка грузов. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных. Это те темы, то что, ну, будут в вопросах. Они. Вот. Также тебе дается комментарий к вопросу, ну, то бишь помощь. Вот. Также можно пропустить вопрос. Вот. Как бы это. Время дается тебе. Тут получается ты можешь допустить три ошибки, что ли, вроде, да, 3 ошибки. Вот. Настройки. Ебище, блядь. Вот. Ну, настройки это ты тут настраиваешь уже сам. Имя, фамилия, телефон, пол. Вот. Показывать возраст там. Можешь и не показывать, как бы, да. Ой. Вот. Вот у меня сейчас 16-й день. Вот. Сейчас часик похерачим. И вот, можно пройти. Вот. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости, в зависимости от освещения дороги, а также в тоннелях и движущихся транспортных средств должны быть включены следующие световые приборы. Вот, то бишь тебе это и, пожалуйста, типа ответы, какие световые приборы. На всех механических транспортных средствах, мопедах, фары дальнего и ближнего света. На велосипедах фары и фонари. На гужевых повозках фонари при их наличии. Вот, как бы на прицепах и буксируемых механических транспортных средств габаритные огни. Наполнительный свет должен быть переключен на ближний. Как бы, ну это вот тебе идет тема, и по теме тебе, пожалуйста, это все будет. Ты уже стримишь, Санек, здорово. Да, видишь, я тут уроки делаю сейчас. День 16 обучения. Вот. Время истекло, теперь каждые сутки отнимается по 10 очков. Видишь, даже вот так, блядь, время идет. Вот. Как бы, короче, вот такая телега. Вот. Ну это типа ты читаешь, это типа, да, так урок, вот. Опознавание там знаков автопоезда должны быть включены при движении автопоезда в темное время суток в условиях так, донат на права. Да, на права собираем. Санек, не пали фишку. Ну вот. Как бы вот так, потом так, груз, габариты. Это все будет попадаться в этих, вот. Не полю. Как бы вот надо пройти 36 дней. 36 дней пройти. Правильно, права нужны. Тогда, Санек, вот. 16 день осталось еще нам фигня тут. Можно. Вот как пройду теорию, вот это 36 дней, да. Получается, сразу могу звонить им и как бы. Ну, экзамен. Но перед этим надо еще вождение. Откататься там, блин, не помню сколько часов. Вот. Нет, эта программа не
не платная. Это, то бишь, тебе в школе дают ее. Она можно ее в интернете найти, но до 3 дней ты можешь. До 3 дней можешь ее пройти, и все. А дальше уже тебе полный курс дает только учитель этот. Ну, препод твоей автошколы, где ты это. Вот. Там регистрируешься, короче, и все, тебе дают доступ для полной версии. Вот. Как бы есть одногруппники, которые, блядь, вот смотрел, уже они за 2 мая было всего день второй. Блядь. Ну, люди есть, вот, которые, да, тут и 200 с чем-то человек их. Вот. Вот задача, как бы. Тут видео, ну, короче, видео рассказывает про вот эти, то, что тематические тесты, это вот идет, вот это все говорит, потом можно в конце, и за каждый, короче, этот 40 очков, 10, ну, очки даются тебе, как бы, ну, вот, можешь сейчас, вот, как в каких случаях разрешено применять звуковые сигналы в населенных пунктах, вот. В обоих перечисленных случаях только для предотвращения дорожно-транспортного происшествия, только для предупреждения маневра. Мне кажется, наверное, вот это, да, для предотвращения, короче, ДТП. Вот. А какие внешние световые приборы должны использоваться при движении в темное время суток на освещенных участках дороги населенного пункта? Вот. Так. Какие внешние световые приборы должны использоваться, да, при движении? Габаритные огни и фары ближнего света. Вот это, наверное, нихуя неправильно, бля. Вот, пиздец. Не прочитал те остальные эти, значит, все, вот ошибки пошли. Так, пользование, так. При движении в условиях недостаточной видимости можно использовать противотуманные фары только совместно с ближним и дальним светом фар. Как отдельно, так и совместно с ближним и дальним светом фар. Только отдельно от ближнего и дальнего света фар. Только совместно. Так, что у нас дальше? Так, противотуманные фары можно использовать совместно с ближним и дальним. Так, противотуманные фары можно использовать совместно с ближним или дальним свет фар. В обоих перечисленных случаях только условия недостаточной видимости. Только в темное время суток. Не на освещенный участок фары. Мне кажется, недостаточно. Так. Ла-ла-ла-ла-ла. Так, Санек, ты здесь? Давай-ка. Вот. Противотуманные фары можно использовать совместно с ближним и дальним светом фар. Вот. Когда ты тематические вопросы начинаешь, ты как бы надо перед этим пройти это теорию теоретическую. Вот. Чтобы не было вот. Какие так противотуманные фары можно использовать совместно с ближним или дальним светом только в условиях недостаточной видимости, только в темное время суток и не на освещенных участках дорогах. Ну, противотуманные фары только в условиях недостаточной видимости, да? Неправильно. Но это ничего страшного, это как бы за очки не дается, если ты это неправильно, потом еще раз приходишь. Ага. При движении в темное время суток на неосвещенный участок дороги можно использовать противотуманные фары. Блин, ну это противотуманные фары, блин. Как отдельно, так и совместно с ближним или дальним светом фар. Только отдельно, так от ближнего и дальнего света фар. Только совместно с ближним и дальним свет фар. Так, при движении в темное время суток на неосвещенный участок дороги можно использовать противотуманные фары.
как отдельно, так и совместно с ближним и дальним светом фар. Да ёптишь, блядь. Не, надо было это пройти сначала. Так, задние противоманные фары можно использовать. Не, надо это пройти. В теорию сначала. Потом уже проходить уже теоретически. Вот, пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. В темное время суток условия недостаточной видимости в зависимости от освещения дороги, а также в тоннелях на движущий транспорт должны быть включены следующие фары. В темное время суток и условия недостаточной видимости. То бишь на всех механических транспортных средствах, мопедах, фары дальнего и ближнего света. Дальнего ближнего света. На велосипедах фонари, это все, да, на прицепах, буксированных механизмов, транспортных габаритные огни. Вот, в населенных пунктах, если дорога освещена при встречном разъезде на расстоянии не менее чем 150 метров и до транспортного средства, так, а также приезжаю содействие. Любого исключения, как встречных, так и... Так, при ослеплении водитель должен включить аварийную световую сигнализацию и не менять полосу движения, снизить скорость и остановиться. Угу. Потому тебя ослепили, ты сразу аварийку тормозишь и все, стопендера, да? Так, при остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дорогах, а также условия недостаточной видимости на транспортном средстве должны быть включены габаритные огни. В условиях недостаточной видимости дополнительной видимости дополнительных габаритного огня могут быть включены фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари. Противотуманные фары могут использоваться. Противотуманные фары могут использоваться в случаях в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар. В условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар. В темное время суток на неосвещенных участках дорогах совместно с ближним или дальним светом фар. Вместо ближнего света фар с освещенностью пунктом 19.5 правил света для всех движущих транспортных средств с целью должны включаться фары ближнего света, ходовые огни. Фары, так, прожекторы, задние противотуманные фары могут применяться только в условиях, так, задние противотуманные фары могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задний противотуманный фонари к стоп-сигналам. Так, опознавательный знак автопоезда должен быть включен при движении автопоезда в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Кроме того, и на время его остановки или стоянки. Вот умный какой-то человек, блядь, придумал столько правил. Так, буксировка на жесткой или гибкой цепке должна осуществляться только при наличии водителя за рулем буксируемого транспортного средства. Кроме случая, тогда конструкция жесткой цепки обеспечивает при прямолинейном движении
Следование буксирования транспортной связи по буксировки. Жесткая цепка слева. Буксировка путем частичной погрузки справа. Мягкая цепка снизу. Так, ладно, сейчас я. Больше всего на свете я ненавижу, когда оплатил общий счет и начинается. У одного другой банк, у второго комиссии, у третьего наличные. Получайте и отправляйте деньги ВКонтакте без комиссии по карте MasterCard. Просто нажмите на скрепку в диалоге и укажите нужную сумму. 0 рублей за перевод. Оно того стоит. Made of glass, it seems you're shattering, shattering a part of me, and I can take it. My heart is so hollow, the blood has an echo inside of my veins. My heart is so hollow, your voice is an arrow, making the pain. My heart is so hollow, hollow, hollow. My heart is so hollow, hollow, Так. Учебная езда на дорогах. Так, перевозка людей. Так, вот это груз выставляется на габаритный транспортное средство спереди или сзади более чем на 1 метр. Так, груз должен быть обозначен знаком крупногабаритный груз. В случае, когда 0,4 внешний проем габарита. Водитель на рисунке А. Угу. Ладно. Блять. Вот реально до хера, блядь, чего не нужно. Вот есть реально, это, ну, это все знать, это нереально все знать. О, это ты будешь знать все со временем, все, да. Сейчас музыка долбит.
Так, сейчас мы сделаем паузу. Урок 9. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. Буксировка механических транспортных средств. Учебная езда. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости, независимо от освещения дороги, а также в тоннелях на движущемся транспортном средстве, должны быть включены следующие световые приборы. На всех механических транспортных средствах и мопедах фары дальнего или ближнего света. На велосипедах фары или фонари, на гужевых повозках фонари при их наличии. На прицепах и буксируемых механических транспортных средствах габаритные огни. Дальний свет должен быть переключен на ближний. В населенных пунктах, если дорога освещена, при встречном разъезде на расстоянии не менее чем за 150 метров до транспортного средства, а также и при большем, если водитель встречного транспортного средства периодическим переключением светофар покажет необходимость этого, в любых других случаях для исключения возможности ослепления водителей как встречных, так и попутных транспортных средств. При ослеплении водитель должен включить аварийную световую сигнализацию и, не меняя полосу движения, снизить скорость и остановиться. При остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости, на транспортном средстве должны быть включены габаритные огни. В условиях недостаточной видимости дополнительно к габаритным огням могут быть включены фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари. Противотуманные фары могут использоваться в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар. В темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар. Вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных правилами с целью обозначения транспортного средства. При движении в светлое время суток с целью обозначения движущегося транспортного средства ближний свет фар должен быть включен на мотоциклах и мопедах. При движении в организованной транспортной колонии, на маршрутных транспортных средствах, движущихся по специальной выделенной полосе навстречу основному потоку движения. При организованной перевозке групп детей, при перевозке опасных крупногабаритных и тяжеловесных грузов, при буксировке механических транспортных средств на буксирующем транспортном средстве, при движении вне населенных пунктов. Фарой-прожектором и фарой-искателем разрешается пользоваться только вне населенных пунктов при отсутствии встречных транспортных средств. В населенных пунктах пользоваться такими фарами могут только водители транспортных средств, оборудованных в установленном порядке проблесковыми маячками синего цвета и специальными звуковыми сигналами при выполнении неотложного служебного задания. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам. Опознавательный знак «Автопоезд» должен быть включен при движении автопоезда, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, кроме того и на время его остановки или стоянки. Звуковые сигналы могут применяться только для предупреждения других водителей о намерении произвести обгон вне населенных пунктов, в случаях, когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. Для предупреждения об обгоне вместо звукового сигнала или совместно с ним может подаваться световой сигнал, который представляет собой в светлое время суток периодическое кратковременное включение и выключение света фар, а в темное время суток многократное переключение фар с ближнего на дальний свет. Буксировка механических транспортных средств. Буксировка на жесткой или гибкой сцепке должна осуществляться только при наличии водителя за рулем буксируемого транспортного средства, кроме случаев, когда конструкция жесткой сцепки обеспечивает при прямолинейном движении следование буксируемого транспортного средства по траектории буксирующего. При буксировке на гибкой или жесткой сцепке запрещается перевозка людей в буксируемом автобусе, троллейбусе или кузове буксируемого грузового автомобиля. При буксировке путем частичной погрузки запрещается
Информация о нахождении людей в кабине или кузове буксируемого транспортного средства, а также в кузове буксирующего. При буксировке на гибкой сцепке должно быть обеспечено расстояние между буксирующим и буксируемым транспортными средствами в пределах 4-6 метров, а при буксировке на жесткой сцепке не более 4 метров. Гибкое связующее звено должно быть обозначено в соответствии с пунктом 9 основных положений. Буксировка запрещается. Транспортных средств, у которых не действует рулевое управление, допускается буксировка методом частичной погрузки. 2 или более транспортных средств. Транспортных средств с недействующей тормозной системой, если их фактическая масса более половины фактической массы буксирующего транспортного средства. Недействующими считаются системы, которые не позволяют водителю остановить транспортное средство или осуществить маневр при движении даже с минимальной скоростью. При меньшей фактической массе буксировка таких транспортных средств допускается только на жесткой сцепке или методом частичной погрузки. Буксировка запрещается мотоциклами без бокового прицепа, а также таких мотоциклов. В гололедицу на гибкой сцепке. Учебная езда. Первоначальное обучение вождению транспортных средств должно проводиться на закрытых площадках или автодромах. Учебная езда на дорогах допускается только с обучающим и при наличии первоначальных навыков управления у обучаемого. Обучаемый обязан знать и выполнять требования правил. Обучающий должен иметь при себе документ на право обучения вождению транспортных средств данной категории, а также удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории. Обучаемому на автомобиле должно быть не менее 16 лет, а на мотоцикле не менее 14 лет. Механическое транспортное средство, на котором проводится обучение, должно быть оборудовано в соответствии с пунктом 5 основных положений и иметь опознавательные знаки «Учебное транспортное средство». Запрещается учебная езда на дорогах, перечень которых объявляется в установленном порядке. На автомагистрали. Перевозка людей. При перевозке пассажиров следует выполнять несколько обязательных требований. Во-первых, количество пассажиров не должно превышать количество посадочных мест в вашем автомобиле. Если у вас 4 посадочных места, кроме водительского, то вы не имеете права брать более 4 пассажиров. Кстати, дети тоже учитываются. Раньше можно было перевозить детей на коленях, сейчас это запрещено. И помните еще одно важное требование. Фактическая масса вашей машины не должна превышать разрешенную максимальную массу. Все лица, находящиеся в транспортном средстве при движении, обязаны пристегиваться ремнями безопасности. Детей до 12-летнего возраста следует перевозить в специальном детском удерживающем устройстве, которое позволит вам перевозить их даже на переднем сиденье, рядом с водителем. Если вы не смогли купить по каким-то причинам детское автокресло, смоделируйте для ребенка на заднем сидении посадочное место, например, с помощью подушки, позволяющей пристегнуть его ремнем безопасности. Все ограничения, связанные с перевозкой пассажиров, были введены с целью обеспечения условий их безопасности. Например, запрещается перевозить людей вне салона транспортных средств, за исключением специально предусмотренных случаев. Например, нельзя перевозить людей в прицепе «Дача». Водитель должен полностью контролировать поведение пассажиров в машине. Заранее предупредить их о правилах посадки или высадки, которые производятся только после полной остановки транспортного средства. При этом начинать движение водитель должен только с закрытыми дверями, которые нельзя открывать до полной остановки. Вспомните, как часто водитель говорит пассажиру: «Вы плохо закрыли дверцу». Это хороший водитель, который понимает, что на ближайшем повороте эта дверца может открыться, и пассажир просто... А в некоторых машинах есть, блядь, который будет пищать у тебя там. Ну, показывать, что у тебя дверь открыта. Так. Готово.
Последнее вот это видео, да, у нас идет в этом уроке. Сесть за руль уставшим так же опасно, как и сесть за руль пьяным, а в некоторых случаях даже более опасно. Сегодня я на примере реальных аварий и статистики объясню, почему это так. Зеленоград. Черная Шкода едет по шоссе, но на повороте водитель не поворачивает. Как назло, в этот момент по встречке ехал самосвал. Двое пассажиров Шкоды погибли на месте, а водителя увезли в больницу в критическом состоянии. Скорее всего, водитель уснул за рулем. Все признаки указывают на это. Машина плавно потеряла полосу. Водитель не тормозил и не пытался увернуться. А это Оренбургская область. Водитель «Лады» на пару секунд задремал за рулем. Он даже успел проснуться и попробовал вернуться в свою полосу, но было поздно. В этой аварии оба водителя погибли на месте, а еще 5 человек увезли в больницу. Усталость за рулем – более серьезная проблема, чем кажется на первый взгляд. Согласно опросам, каждый третий водитель хотя бы раз засыпал во время вождения. И каждый 8-й из них попадал из-за этого в ДТП или в аварийную ситуацию. Вдобавок к этому опасность усталости не только в том, что водитель уснет. Даже если он не провалится в сон, у него ухудшится память, увеличится время реакции, станет хуже координация. Эти симптомы похожи на опьянение. Пьяный водитель редко начинает буянить и крушить все вокруг. Основная опасность алкоголя такая же, как и у недосыпа. Ухудшается восприятие и реакция. Поэтому сильно уставший водитель так же опасен, как и выпивший. И, блядь. После 17 часов без сна способности водителя ухудшаются примерно как при 0,5 промилле алкоголя, а после 24 часов примерно как 1 промилле. Чтобы понять, сколько это в реальных напитках, сейчас я продемонстрирую, как выглядит 1 промилле алкоголя в крови взрослого мужчины. 1 промилле – это где-то 200 грамм водки для среднего мужчины. Если пить пиво, то это где-то 2 литра обычного или литр крепленного, такого как у меня. А для тех, кто любит вино, это где-то 1 бутылка объемом 0,75 литра. Так что 1 промилле это немало. При таком значении человек становится заметно пьяным. И такой же эффект дают 24 часа без сна. Так что сесть за руль не спавши сутки все равно, что выпить перед поездкой 200 грамм водки. Именно поэтому усталость так опасна. Но далеко не все это понимают. Водитель, который никогда не позволит себе выпить перед поездкой, может спокойно сесть за руль уставшим. Закон тоже относится к этим вещам неравно. Наказание за пьянку очень строгое. Уже с 0,34 промилле дают штраф 30 тысяч рублей и лишают прав на 1,5 года. А 0,34 промилле это очень мало, примерно 1 бутылка пива. При таком значении человек может даже не почувствовать, что пьян. А вот за усталость за рулем не наказывают совсем. Можно вести машину после 15, 20 или даже 30 часов без сна, и не будет даже штрафа. Хотя это гораздо опаснее, чем 0,34 промилле. Это не очень справедливо, но дело в том, что не существует точного метода, чтобы определить степень усталости. Для алкоголя есть алкотестер, по нему можно узнать точную степень опьянения и наказать водителя в случае превышения, а для усталости теста нет. Поэтому приходится надеяться только на адекватность самих водителей, а она часто подводит. Некоторые исследователи считают, что с усталостью связана четверть от вообще всех аварий на дороге. Точное количество измерить сложно, потому что водители редко считают усталость причиной ДТП. Им кажется, что они просто были невнимательны, отвлеклись или задумались. Хотя настоящая причина – это недостаток сна, и из-за этого сложно изучать такие аварии и вести статистику. Большинство случаев засыпания за рулем происходит с 4 до 8 утра и с часу до 3 дня. Человек устроен так, что именно в это время чаще клонит в сон. Мужчины засыпают чаще женщин, особенно молодые. Более чем в половине таких случаев водителю до 25 лет. Но особенно большой риск уснуть у водителей в дальней поездке. Они хотят проехать маршрут как можно быстрее, поэтому сидят за рулем много часов подряд. Это видео из Краснодарского края. Семья из Тверской области решила поехать на море на своей машине. Много часов они провели в дороге, и до цели оставалось совсем немного. Но отец задремал и отправил машину под встречную фуру. Блядь. Пиздец. Ой, дурак! Заснул, походу.
Отец и 8-летняя дочь погибли на месте. Супругу и старшую дочь тяжелыми травмами увезли в Жестко, жестко, блядь. В машине с регистратором семья возвращалась с отдыха на море. Жена водителя заметила, что он уснул, и даже успела разбудить его. Ну, было поздно, да? Во встречной машине погибло 2 человека. В машине виновника погиб его 4-летний сын, а он сам, супруга и второй ребенок с различными травмами попали в больницу. Также в зоне риска находятся люди, которые работают в ночные смены. Режим сна у них непостоянный, и они возвращаются с работы очень уставшими. Этот случай произошел в Москве. Водитель ехал с ночной смены, уснул за рулем и влетел в припаркованную фуру. До дома ему осталось всего пару километров. Конечно, лучше не допускать усталость вообще. Перед длинными поездками нужно высыпаться, и нельзя выезжать в дальнюю дорогу в ночь после рабочего дня. Также нужно брать запасного водителя, чтобы меняться в случае усталости. И не надо пытаться проехать всю дистанцию за один раз. Лучше остановиться на ночлег. Сэкономленное время не стоит того, чтобы попасть в аварию. Жестко, жестко, блядь. Лучшее решение – это остановиться и подремать хотя бы 20-30 минут. Никакие энергетики и шоколадки не заменят реальный отдых, хотя они тоже дают положительный эффект. Любые продукты, которые содержат кофеин, на какое-то время подавляют сонливость. Но и в этом случае все равно лучше остановиться и вздремнуть. Дело в том, что кофеин начинает действовать только через 20 минут. Поэтому лучше остановиться, выпить кофе или энергетик и поехать опять только через 20 минут, когда кофеин начал действовать. Также помогают жевательная резинка и семечки. А пассажирам нужно не спать, а поддерживать беседу с водителем. Это значительно уменьшает вероятность того, что водитель уснет. Автопроизводители тоже пытаются решить проблему сна за рулем. На некоторые дорогие модели ставят систему контроля полосы. Специальные сенсоры следят за разметкой. И если система видит, что водитель меняет полосу без поворотника, она пытается разбудить его звуками и вибрацией руля. Если у вас есть возможность купить машину с такой системой, обязательно покупайте. Она может спасти вам жизнь или здоровье. Усталость за рулем еще более опасна у водителей автобусов. Эта авария случилась в Москве. Водитель задремал и врезался в стол. Сам он не пострадал, но пассажиры от удара разлетелись по салону. Ой, блядь. Человек получили травмы. Нихуя. Очень сломало позвоночник. Но Вот это такие шарахнуло, случаи блядь. достаточно редко. Дело в том, что городские условия с частыми остановками и светофорами не дают водителю уснуть. А вот у водителей фур больше шансов уснуть за рулем. Во-первых, обычно они едут по загородным трассам. Вождение по ним однообразно, и шансы задремать за рулем выше, чем в городе. Во-вторых, у дальнобойщиков есть финансовый стимул меньше спать. Чем больше часов они за рулем, тем больше денег они заработают. А заснуть за рулем многотонной фуры очень опасно. Водитель может не только покалечиться сам и повредить дорогостоящий груз, но и убить много людей, которые едут вокруг. О, блядь, спит нахуй. С этим пытаются бороться. По закону дальнобойщики обязаны соблюдать режим труда и отдыха. Например, нельзя непрерывно управлять фурой больше 4 часов подряд. В день нельзя более 9 часов, в неделю более 56. И чтобы это контролировать, на всех большегрузных машинах должен быть тахограф. Он регистрирует режим работы водителя. В любой момент инспектор ГИБДД может проверить тахограф. И если есть нарушение, выписать штраф от 1 до 3000 рублей. В последние годы рынок такси сильно изменился. Появилось появление агрегаторов. Большинство водителей стали брать машину в посуточную аренду, а цены на поездки сильно снизились. Поэтому водителям приходится работать по 15-20 часов, чтобы отбить аренду и еще успеть заработать. 16 июня в центре Москвы водитель такси... Ой, блядь, нихуя. На допросе он сказал, что был за рулем 20 часов подряд. Контроль за работой таксистов очень слабый. Предрейсовые осмотры, хоть и должны... Категорию Б, Санек. Тахографы Я на Б учусь. не обязательно. А
приложения-агрегаторы не отвечают за режим работы водителя и перекладывают это на таксопарке. Я думаю, что так происходит, потому что это никому не нужно. И власть, и общество устраивает низкая цена поездок. Никто не хочет ужесточать контроль, потому что из-за этого вырастут цены. Киберкинг, привет. Относитесь к сонливости за рулем так же, как и к алкоголю. Не садитесь за руль, чтобы Ёпс, стоять. нахуй, нихуя повезло. Всегда высыпайтесь перед долгой дорогой. Блять, Порш, нахуй. А если чувствуете сонливость, остановитесь и отдохните 20-30 минут. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Меня зовут Василий Орлов. Удачи на дорогах. Так, ну все, вот видяхи я посмотрел сейчас, вот. Вот как бы осталось мне тематический тест пройти. И все, и день 16 пройденный. Вот. Получается, ну уже сколько? 1095 очков. Ну, пройду я вот эти все 36, и все, можно теорию сдавать идти. С вождением. Ну, вождение еще на часы откатать. Как будет. Так, ну что, проверим теперь, что мы. Так, вопросы по теме, да. Так, пользование внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, буксировка механических транспортных средств, учебная езда, перевозка людей, перевозка грузов, дополнительные требования дальше. Так, движение велосипедов, мопедов, гужевых повозок, также прогонных животных. Так, в каких случаях разрешено применять звуковой сигнал в населенных пунктах? Так, в обоих перечисленных случаях только для предупреждения о намерении провести обгон, только для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. Так, выберем вот это. Так. Какие внешние световые приборы должны использоваться при движении в темное время суток на освещенных участках дороги населенного пункта? Только габаритные огни и фары ближнего света. А почему? Вроде бы это. Так, сейчас я вот этот урок пройду, короче, это домашку сделаю, и можно начинать танковать. Так, при движении в условиях недостаточной видимости можно использовать противомодные фары. Так, сейчас, да. При движении в условиях недостаточной видимости можно использовать только совместно с ближним или дальним светом фар. Только так, противомодные фары можно использовать совместно с ближним или дальним светом фар. Так, интересно. Так, при движении в темное время суток на течение часа дороги можно использовать противомодные фары.
Так, привлечь внимание водителя обгоняемого автомобиля при движении вне населенном пункте света время суток. Только кратковременными так, переключателями. Я 3К выиграл денег. Где ты выиграл денег 3К? Только кратковременно, так, кратковременно переключение фар с ближнего света на дальний. Любыми, так, только совместно подачу. Сигнал, только подачу звукового. Это вроде бы любыми из перечисленных случаев можно херануть, да? Правильно? Правильно. Так, какие внешние световые приборы должны быть включены в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, вне зависимости от освещения дороги, а также в тоннелях на буксируемых механических транспортных средств? В группе разыгрывали. Бля, везет тебе. Портовый ты чувак. Я бы тоже не отказался от 3К. Так, задняя противоходная фара, дневные ходовые огни, габаритные огни. Так. Противотуманные фары и задние противотуманные фонари могут быть включены одновременно в условиях недостаточной видимости, в условиях ограничения. Так, ограничения видимости только в тумане. В тумане. Что, нихуя? Понятно. Ладно. Так, в зоне действия какие знаки и правила разрешают подачу звукового сигнала только для предотвращения дорожно-транспортного происшествия? Так. АВ. Почему? Почему так? В группе разыграли. Так, какие внешние световые приборы следует включать на мотоцикле в светлое время суток? А я не понимаю, нахуя мотоциклы-то тут нужны, если в категорию Б учишься, а зачем мотоцикл? Фу, блядь. Так, так, в каком случае при движении с временем суток, светлое время суток достаточно включать дневные ходовые огни? Так, на каком расстоянии до встречного транспортного средства следует переключать дальний свет фар на ближний? Менее чем за 50 метров, что ли, там было. Да. Так, привлечь внимание водителя обгоняемого автомобиля при движении в населенном пункте света время суток можно любым из перечисленных способами, только звуковым сигналом, только кратковременное переключение фар с ближнего света на дальний, только совместно подача звукового сигнала. Вроде любой из перечисленных, не? Понятно. Так, двигаясь в темное время суток, вне населенного пункта. Бля, да заебали эти фонари, блядь, а. Двигаясь в темное время суток вне населенном пункте с включенными фарами дальнего света, вы догнали движущее спереди транспортное средство. Ваши действия. Так, оставить включенным габаритные огни и выключить фары дальнего света. Ну, по идее, ты сразу же переключаешь с дальнего света фар на ближний.
Так, при движении в свет во время суток на транспортном средстве должны быть включены. Так, движение в свет во время суток. Только фары ближнего света, только ходовые, только противовые фары, любые внешние приборы. Мгм. Можно ли использовать во время суток противовые фары вместо ближнего света фар? Можно ли использовать так, свет во время суток противотуманные фары вместо ближнего света фар? Бля, это пиздец, короче. Это пиздец. Блядь, с этими огнями, блядь, фарами, да. Так, в туннеле с искусственным освещением должны быть включены фары ближнего света или дальние. Так, дневные ходовые огни, фары ближнего света и габаритные огни. Кажется, в туннеле так свобод. Что, нихуя неправильно, блядь. Печально. Ладно. Мы потом это получим. Так, при остановке и стоянке на освещенных участках дороги тему во время суток. Включить габаритные огни, включить фары ближнего света. Там его габаритные огни можно, да. Так, в каких случаях необходимо включать фары ближнего света или дальнего? Так, или дневные ходовые огни, свет во время суток только при движении вне населенных пунктов. Используем в обоих перечисленных случаях. В каких из перечисленных случаев запрещена буксировка на гибкой цепке? Только в темное время суток, условия недостаточной видимости, только в гололедицу, только на горных дорогах. Во всех перечисленных. Бля. Ну. Так, какое расстояние должно быть обеспечено между буксирующим и буксируемым транспортным средством при буксировке на жесткой цепке? Да, вроде не более 4 метров. Так, буксировка двухколесного мотоцикла разрешается водителю соответствующего транспортного средства имеет право только если мотоцикл с боковым прицепом, а водитель соответствующего транспортного средства. Так, можно ли буксировать автомобиль с недействующей тормозной системой, если фактическая масса этого автомобиля превышает полную фактическую массу вашего автомобиля? Нельзя. Так, разрешено ли провозить людей в буксируемом легковом автомобиле? Разрешено. Разрешено, блядь. Чё, нихуя? Пиздец. Красных больше, чем зеленых. Интересно вообще. Так, при буксировке на гибкой цепке между буксирующим и буксируемым транспортным средством должно быть так, обеспечено расстояние. Обеспечено расстояние. Вроде бы. Так. Блять, от 4 до 6 метров. Нет, это трос должен быть. 4 до 6 метров. А это вроде бы 4 метра. Почему не? Ни хера неправильно. Блять, там то есть
Блять. Значит, было от 4 до 6 метров. Так, разрешается ли буксировка в гололедицу, если у буксируемого транспортного средства исправны тормоза и рулевое управление? Так, разрешается буксировка в гололедицу. Разрешается. Ну, если у него все исправно, тормоза исправно, рулевое исправно. Че бы ему? А, нихера, блядь, неправильно. Значит, в это... Вторая была. Она какие перечисленные требования предназначаются к обучению на автомобиль, совершающий езду на дорогах. Так, какие есть перечисленные требования? Так, добавляются во всех перечисленных требованиях. Для перевозки людей на мотоцикле водитель должен иметь А1. Какие из перечисленных требований являются обязательными при перевозке детей? Короче, это жопа. Это жопа Новый год. Короче, ладно, не будем насиловать себя. У нас время осталось. Время осталось. И будем играть в танки. «15 минут у нас, да, время. Музончик включим. Подписка на музыку ВКонтакте – это крупнейшая библиотека легальных треков прямо у вас в кармане. Путешествуйте с музыкой и слушайте ее в любой точке мира. А если интернета нет, скачивайте любимые треки в музыкальном приложении. Сейчас мы этот... И всё это всего за 149 рублей в месяц. Бля, надо это... переделать на Steam чат. Так, всем здорово, еще раз доброе утро. Так, сейчас начинаем. Ой, утренние стримаски. Так.
lightning shake me into hell? Why did darkness come? I wanna stay in here where I belong. Why did darkness come? Something keeps waking me up. Why did darkness come? I felt my body break, my heart give up. Why did darkness come? I felt the lightning shake me into hell. Why did darkness come? I wanna stay in here where I belong. Why did darkness come? Something keeps waking me up.
Ой, бля. Так. Заходим в тапки. Tell me everything I need to understand. I'll run away if you'll get closer to who I am. Oh me, I know you all talk about me. Чавес. This is how you gon' play the game. It's darker than them darker days, darker girls. Will you sell your soul for change? Висикатор, что я нихуя не понял. Хайлол, теперь это территория Орды. Ваш чат оккупирован. Мы вам предлагаем два варианта развития. Вы сдаетесь офой или сдаешь и отдаешь честь великому вождю Денису Дырдыркину. Бля. Денису Дырдыркину. А если бы я еще знал, кто такой Денис Дырдыркин? Ну, написано же Денису Дырдыркину. Великий вождь. Великий вождь времен и народов, да? Или танкового мира. Танкового мира World of Tank Blitz. Кибервойск. Так, ладно, размякаемся мы на. Так, что хотел-то это сертификат ебать. 9 часов. Так. Давай, Василий. Като, пока.
непробиваемый, что ли? Или я ни хера не попадаю в него? Все, найс. Все, саранча полетела туда, КВ разбирать. Химмельсдорф. Химмельсдорф, блядь, нахуй. Блядь. Ну чё? Кто едет со мной сюда, Вот, Т-3485, красавчик. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Поехали, накажем КВ. Поехали, Т-3485. Почему? Блядь, как я промазал так, а? Ага, хуюшки тебе на. Вы чё? Линяй нахуй отсюда.
Отлично. О, бля, сзади еще. Так. Здорово всем, кто на стриме. Доброе утро всем. Хорошего настроения. Блядь, ну коврик меня этот бесит, нахуй. Пиздец. О, ништяк. Вот что он творит, блядь? Нахуй дизлайк ему сразу, диз, блядь. Вот за таких уёбков, блядь. Вот и сливаются, блядь, катки. Лоу-кик ему нахуй в глаз, блядь. В кабину ему пробить нахуй. Пиздец, блядь. Все сразу. Что там, Сусо, да? Мне же кажется, что все ему дис ебнут. Где он, блядь? Так, какой из этих Сусто-то, блядь, был? Вот это, да? Все нахуй. Вроде бы этот был. Так, ваш друг, не знаю. Не знаю, привет. Что у нас с клана там? Что там клана? Кто уже съебал опять? А, ну это покидают эти забывшие души, блядь. Перебежчики. Что за золото победителю, кстати? Что за инвент? 3 мая по 10 побеждайте в обычных и рейтинговых боях на технике 5-10 уровня. Главная награда премию техники 7 уровня на выбор. Ага. Ага, ага. Не, ну я бы, наверное, взял бы Су-122-44 бы. Так, узнать подробности. Так это у нас получается с 3 мая, да? Ну, блин, надо будет. А что там делать-то, кстати? Что она там делает-то с этими? Так, получайте награды прием техники. Другие призы либо 3 дня према, 20 бустеров. Короче, это значок, 300 тысяч серебра, 500 голды, 10 тысяч опыта, да? Киллер. У меня только 4-й левел. У меня тоже 4-й есть, если что. Это не проблема. Так. Так, стремительный 5-й левел. Тоже есть. Так, в сражении всегда приводит танк, способ приводить противного. Так, напасть с фланга, нанести удар по правому целу. Бронированный. Не, ну я бы, мне кажется, Су-122-44 взял бы, если бы вот так. Все, что ли? Короче, вроде бы там играть надо иксы забивать, да?
Техники 5-го. 5-го. Было, да? 5-го идет. 5-го, 10-го. Ого. Так. Да, Санек опять на танках сегодня. Завтра на работу. 3-4 буду работать. 3-4 как бы отдых, стримов не будет. Интересно, сюда же можно забраться, да? Хуй. Так не заберешься, блядь. Ах ты шлюха. Ты говорил 8-го. Не, 7-го, 8-го. У меня 8-го последний день отработки, но 7-го, 8-го я не работаю. У меня вождение, теория. Ну, теория дома, а вождение у меня... Короче, перед каждым вождением надо теорию ебашить. Понял, да? Ох ты, с вертухана, как я ему, да, залепил, блядь. Но... Давай уж я тебя доберу, блядь. Как я ему с вертухана. Я даже не думал, что я попаду в него. Ну чё, поехали, сделаем что красиво. Раз. Ты далеко? 2. Тайп объезжает, Ну чё? Ребятки. Ой, промазал. Ой, оттолканул. Чё, не пробить, да, меня? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Ты залупа конская, блядь. Блять. Только снаряд нахуй потратил. Блять, зря, блять. Нормально. Все идет по плану.
Рушка 90. Бля, дорожки еще до хера мне, бля. Чё, блядь? Ой. Откуда у меня светанул? А, вот он, блядь. Что, хотел свалить, да? Сорян, чувак, нахуй. Получилось так, надо теперь ВК-30 разбирать. Держи, сука. А если так? Не? Ебаный индус, блядь. Что там у нас упарываются, блядь, на точке, да? Поехали туда, здорово. Сейчас точку возьмем. Что за пидерсия, блядь? А, вот он, блядь. Сука. Так, что мы там? Вот еще два открыли, да? Бля. Чё? Давай, наверивай, гитара семиструнная. Сегодня какая-то погода в Питере пасмурная. Вообще жесть.
Братан, только за 10 деревянных. Ах ты шлюха, блядь, а. Ну перезаряжайся давай, блядь. Вот сука, а. Говно, блядь. Сука. Уэна не хватает, блять. Блять, пидоросня, а? Танк горит, блядь. Вот, сука, блядь. Так, что мы там написали? Денис Камя написал, что там... Привет, все хорошо.
Дел просто овер. Дел просто овер дофига работы, мать. Ты как? Так, что у нас там в той катке было? Поражение. Так, поздравляем. Экипаж на обучение. Так, точно, нахуй. Поражение. Да, блядь. Херово, блядь. Это не есть хорошо. Сука, надо наушники нормальные купить. Так, ну чё мы? Я тут что, один? Заебись. Охуенно вообще. Вот. Вы ж понимаете, я же не буду здесь воевать один. Один воин в поле не воин, блядь. Так, Сустой Игорь занимает позицию. Но мы ему сейчас дадим свет. Вот ты говно куска. Куска говна. Ай-яй-яй-яй, больно, да, больно. Чувак, ты не сильно зол на меня? Ну? Хотя кумулятивным ёбну. Что, реально что ли, бля? Блять. Блядь, по очкам, что ли? Ай, блядь, сука. Чего там?
А ты говна кусок. А ты, блядь. Пока он свой пукан развернет. Ай, блядь. Оптимист. Спасибо за подписку. Ну, сокращенно, да, Оптимист я это назвал, чтобы все не это. Едем, едем, едем. Вот ты, сука, говна кусок, блядь. Ой, блядь. Пыхтел тут, блядь. Сейчас мы прочитаем полный оптимист Саша 3 шестерки. Спасибо за подписку, оптимист Саша. Ну давайте, догоняйте, где там он, блядь. Точку С берет, блядь. Сейчас тест. А, все, бой кончен. Еще и... Блядь. Висикатов, привет. О, Киберкинг зашел. Блять, один оставался, ёк, блядь, пиздец. И взяли, блядь, слили. О, блядь.
Бля, собью их на этом, блядь, нет? Не собью, блядь. Пиздец, блядь. Хорошо, пошел. О. Кивер, когда стримить будешь? Или ты стримишь сейчас, не? Или не стримишь пока еще? Так. Поехали вот сюда, на. Ага. Не стримлю. А сегодня будешь стримить? Что будешь стримить? Что дашь тут свет-то, блядь? Или пока мне не ебнут нахуй? А вот. Есть один. Есть, на 205 дал через машину. По БГ Мобайл, тогда. По БГ Мобайл, да, будешь, да? Ништяк. Если что, я зайду. Немножко. Вот куда я, в машину стреляю или в танк, на? Чувак, тебе повезло просто, что я не попал в тебя, на. Давай. А ты кусок говна. Ну. Все, надо уходить. Отлично. Так, теперь надо вот этот забирать. Надо поверху поедет, да? Понятно. ПУБГ Мобайл. Еду. Тихо, он хуй стреляет. О, ништяк, спасибо. Спасибо, бро. Где-то еще один был. Вот он. О, нихуя рикошет какой был. Ёбаный, бро. А так бы хорошо бы сейчас прошел альфа бы на у него бы. Эх. Все похвалу всем. Всем похвалы. Неужели сбили мы их? Их сбили. Осталось нам что еще? Два этих, да? С две задачи, то бишь... Нет, 4 задачи. Победить, играя в возводах в 4 боях. Это ладно. Уничтожить 13 единиц техники в режиме превосходства. Осталось мне еще 7. Встречный бой. 2, да. И ПТСА в боях.
Ну, можно, в принципе, на... Вот, от ПТСАО. Давай. Так, подожди, а у меня что? На что я иду-то вообще? У меня на Су-152, да? А у меня денег накоплено только... Как раз денег сейчас на чуть подфармим. 20, 50 и 20, 40. Не, я не буду свободного потратить. Вот. Стоит. Вот ты нужен, блядь. Так. Кибер, ты здесь? Ну, поехали. Так, а куда лучше на ПТСАУ ездить? Я вот что-то поеду. А ты на Твиче тоже стримишь, да? Или только на Ютубе? И на Твиче, и на Ютубе одновременно, да? То бишь через стрим-чат, да? Вот эту прогу херачишь, да? Ты кусок говна, а? Сука, сука. Держи на 441. Понял, понял. Ах ты кусок говна, бля. Чтоб ты обосрался в страшных муках ночью, блядь. Ух. Нас, сука. Ну это все, это надо откатываться сейчас назад. Отъезжать. Отъезжаем, отъезжаем назад, назад, назад. Не будем рисковать. Пусть они сами на нас выезжают, да? Вот. Чуть-чуть вперед. Так, давайте вы не будете сливать, а? Коллеги, блядь, по оружию. Или коллеги, блядь, как там правильно будет? Я зря вот так сейчас выехал. Попадание, ну не пробитие, блядь, в башню ему дал на. Ис, наверное, надоел мучиться туда. Разведите его кто-нибудь на выстрел. Отлично. Заебись, броня не пробита. Да, спокойствие, спокойствие. Идем в ангарнах. Ту-ду-ду-ду. Ту-ду-ду. Давай-ка на Черчилле прокатимся. На Черчилли. На Черчилле. Черчилль. Давай-ка мы ему будем потихонечку оборудочку покупать, да?
Не, подожди, стопендер. У меня есть куда оборудку покупать. У меня вот на эту хрень. Вот, все, ништяк, будем дальше зарабатывать. Поражение. Вот ты, блядь. Ну давай, ладно, дальше поехали. Так, у меня же стоит этот... Как его этот? Пушка называется, блядь. Забыл, блядь, короче. Так, мое место не занимать, Игорь. Вот у этой сосенки. Я вот у этой сосенки стану сейчас и буду чекать поле. Ты давай даже, блядь, туда даже это не, блядь, не вздумай нахуй. Не вздумай, блядь. Ну, в принципе, тут двоим места хватит. В тесноте да не в обиде. Я думаю, давай мы сюда уроним деревце. Это нахуй. О, все ништяк, да? Все, чекаем позиции. Вот здесь может, либо из... Вот в этих кустах может быть шпион, блядь. Блядь, ну свет-то дайте, ёка, блядь. Отъезжаем. Вот я про что и говорил, что вот там уебан сидит. Игорь, блядь, ну ты пиздец. Вот давай лучше в Игоря дай нахуй. Отлично. Блядь, как я попал так, а я не пробил. Добейте, Игорь, добей. Отлично, молодец, Игорь. Ты оправдываешь свое имя. Смотрите, сейчас мой фокус-покус. Куда ты, сука, выйдешь? А ты, блядь. Говно, блядь. Ну давайте вы его, блядь. Вытащите его, нахуй. Пока нас не объехали, блядь. Сейчас я тут достаюсь, мне кажется, нахуй. Сука. Все отлично. Фак. Бля, ну что звонят-то?
Поражение, блядь. Поражение, блядь. Оставь его. Вот ебать я промазал так, а? Вот, блядь. Держи нах. Все, уезжаем из-за света куда-нибудь. Давай, во, блядь. Вот, сука. Можем теперь... Не, ну позиция хорошая, но, блядь, если вот реально попадать. Ставь его, ставь. Двое вообще с нулем ушли. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, блядь. Один бой сыграл, давай победили, давай еще 4 возьмем.
Блять. Джек Макпэк, блять. Импэк. Охуенчик. Вообще место, вообще шикардос для ПТ. Только бы еще свет давали. Свет. Вот, есть свет. Есть. Так, не будем пока палиться. Блять. Стреляют, нихуя не видно, нахуй. Вот у нас челик, да? Вот он. На нахуй. Откуда стреляю, не знаешь, да? Ну вы пиздец, вы чё сливаетесь-то так? Ёбаный в рот, блядь. Ну все, блядь. Запалили фишку. Хули съебывать надо отсюда, блядь. Пока не разрашили нахуй. Да хули, блядь, даже ПТ, у них башня не поворачивается. Ну, что за хуйня? А, блядь. Диз, блядь. Какой диз, нахуй? Ну, давайте, дизы, ебаный в рот, блядь. Хоть что-то сделал, блядь. Здорово, удачных боев и хорошего настроения. Спасибо, Хомка, тебе также. Так, я, короче, пойду поздороваюсь с белым другом и приду. Follow me down, there's no one around. Lay back and take your socks and shoes right off. That natural light is so damn polite, can make you feel just like you were young again. Standing underneath the rows of trees, I can see where the ocean meets the sky. Under our clothes, a fire grows. We are ready for this life of
Все, здесь. Так, куда-то у нас пропал Дениска. Модер еще один наш на связь не выходит. Все, капец. Пропал пацан. Ай, бля, еще батарея садится. Ебаный индус. Так, куда открыть-то, блядь? О, все, заряжайся. Ну чё, дубль, какой там у нас дубль, сейчас скажем. Так. Дубль, блядь. Дубль 4. 2 поражения, 1 победа. Бля, 3 поражения, 1 победа. Это не есть хорошо. Вообще. Еще раз всем привет, кто подтягивается на стрим. Так. Так. А что я стою-то, бля? Надо использовать хороший. Так. А куда? А, я знаю, куда я поеду. Я думаю, куда я поеду? Я поеду вот туда сейчас. Вот сюда. Вот сюда. Вот. Еще бы кто бы сюда бы свет дал бы. Было вообще прекрасно. А это кто, блядь? Слышь, ты что, ПТ? Иди нахуй сюда. Пиздец, блядь, че? Ты, блядь, вообще... Ты нашу фишку, это, блядь, палишь, нахуй. Еще один. А, ну Игорь-то понятно. Но этот-то, блядь, хуй что приехал сюда. Вытолкай его нахуй. Молодец, Игорян. О, красава. Вот ехал бы лучше бы, блядь, свет дал бы, блядь. Вот, есть свет. О, не свелся, он вообще вправо улетел, блядь. Снаряд нах. Стой, вот так. Рикошетно. Вот хули ты делаешь-то, блядь? Давай-ка нахуй. Вот, сука, держи, блядь. Нехуй, блядь, маленьких обижать, нахуй. Держи на 406 раз. Еще дадим раз ему. Дадим. На 396. Вот третий и в ангар его нахуй. Он упоротый, чувак. Вот и в ангар его. Вот еще бы вот этого. Да его, блядь, не так просто пробить-то, это, сука. Ну, это в лючок колотить. Типа вот сюда, ну, нихуя. Ладно. Блядь, сука. Блядь, убейте это Т7. Там у нас класс, знаю, что по низу проедусь. Я не буду рисковать, но... Вот, еще один вот. Т-3485.
Да, на 9 мая будет стрим. Да, в честь 9 мая. Чисто на русских танках. А ты, сука, вот там, блядь. Помощь нужна. На, блядь, одним выстрелом. Сколько ты мне блинеров потратил? Попортил, блядь. Так, все, 2 победы есть, да, еще 3 победы, и все ништяк будет. Ты вообще в свободное время ходишь на улицу, бухаешь по дискотеке? Не, я не бухаю сейчас. Я лучше, чем бухать, лучше вот посидеть за компом. Работа, дом, бухать. Бухать уже не модно. На синьку столько денег уходит. Это жесть. Я в Питере живу сейчас. Ну, сам с Карелии, а живу в Питере сейчас. Работаю, живу в Питере. В Питере пить. Угу. Ой, блядь. Так, отсюда, наверное, блядь, тоже печально, да? Давай, нормально. Сейчас где-нибудь отсюда, сука. Вот он. Ну, сводись. Огонь. Броня не пробита, печально. Пока света нет по нам, так что можно стоять еще. О, блядь, а. Все. Светанули, блядь. Уезжаем, блядь. Назад. Все, стоим. А сейчас отсюда где-нибудь выйдет, блядь. Давай.
Все, гори, сука. Найс. Уходим, блядь, отъезжаем. Живи. Блядь. Вот, по мне уже шмальнул откуда-то. Я не буду выезжать. А вот оно туда, блядь. Стоп. Почему лучше не сюда? Так, еще 2 боя победить, да, на ПТ сало. Угу. Бля, тут, наверное, это... Кстати, получится у меня сейчас? Здесь я, наверное, вряд ли заеду, где... Да? Вот посюда. Вроде можно заехать, да? Блять. Ну, проезжай. Сука, он мою фишку, блять. А я что-то не понял, что у меня... У меня, кстати, танк сам по себе рулит. Что такое может быть? А? Кто управляет моим танком, блять, еще? Кроме меня. О, все, вроде бы отошел, заеб. Чувак, да что, здесь подняться не мог? Реально? Точно. Короче, пока мы экспериментируем здесь, блядь, где подняться, где это, нас сейчас разберут. Вон там леопард стоит, которого он уже давно просится, блядь. Ох ты, хорошо как. Вот там добьют, я думаю, его, да? Так, вот это не есть хорошо. Когда сюда поехал танк. Минус. Вот тут еще один есть. Или вы уже все забрали, да? Вот он, блядь. Держу. Куда светит-то, блядь?
Тихо, едет, едет, едет. К нам. Гости, чувак. Ждем его. Не, я думаю, он отсюда поедет. Ах, держи, хорошо. Вот мне бы еще успеть перезарядиться бы, пока он это... Давай, 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 дави его нахуй. Он сам сдох. Все, это победа. Вот где еще один, вот интересно. Не, я в точку АЦ. Так. Ну, скинься нахуй. Остался у нас А20, да? Давай, бери точку, я сверху. Он рядом с Б. Вот он. Пидорас. Не, ну... Нормально, нормально бойно. Мне понравилось. Ух, 236. Не густо, ну, нормально. Так, какой там еще круз? Да, вот этот мне помогал. Нормально, красавчик. Все, да? Что, я выполнил, да? Так, осталось мне еще один бой сыграть, выиграть на ПТ, и все, я задачу выполнил. Сегодня задача будет выполнена по ПТ. Блять. Не очень мне она нравится, эта карта, ну, хули. Поехали на точку А. Игорь, за мной. Вот она едет к нам. Сушечка родная. Нахуй, нахуй, нахуй. Тут вообще пиздец полный. Тут полный этот. Полный. Как можно правильно? Полный. Ну, накидывайте. Кроме полный пиздец. Полный капец. Что еще можно придумать? Ай, блядь, не танканул. Так, не мешаем. Полный ждец. Так, нормально. Игорь в ангар. Игорь устал играть. Блять. Давай, кто-нибудь все равно выползет, да, вот сюда, вот в прощелину. Вот типа тигра сейчас, вот он. Если, блядь, ну...
Пиздец, блядь. Пиздец. Я фраер. Давай, давай, если сейчас писю тут рука будет, блядь, ничего хорошего не будет, нахуй. Вот, раз, все, отъезжаем, отъезжаем, пока кадешимся. Все, давай, нахуй, он не смотрит на нас, блядь, черный принц, блядь, сейчас тоже в ангар у меня отправишься. Что-то я это... Свои возможности, как это... Сука, вы что творите, блядь? Чуваки, что, реально, да? Раз. Два, все, отлично. Потесал. Так, подожди, а я же это... А, все, выполнил задачу, да? Красава. Блять, чуть-чуть не хватило. Еще 2 задачи надо, да, нам выполнить. Уничтожить 11 единиц техники в режиме встречный бой. В плане уничтожить 11 единиц. Ага, победить играя в взводе в 4 боях. Победить играя в взводе в 4 боях. Понятно, понятно. А что этот ящик нам дает? 25. Нормально. Так. Все. Добили мы 26. Блять, 6 косарей вообще с премиум. С премиум вообще фармится быстро. Пока я на Черчилле прокачусь. Чё? Что, играем уже, да? Ништяк. То, что вот медленный он, блядь, вот это да. Кто-то к нам подписался. Снеблорд 07. Спасибо за подписку, если я правильно на твой ник. Если неправильно, то прошу прощения. Так, у нас еще какой у нас потенциальный враг? Это у нас, блядь, все. КВ-2 опасный. Что вообще опасно, да? Ох ты, блядь, вас тут двое даже. Нихуя вы чё? Давай по одному, блядь. Шалавы, блядь, а. Так. Вот, сука, шалашовки, блядь, а. Это хули тут, блядь, мансуешься, блядь. Ну давай добивай, блядь, уже, заебал уже. Дрочи понять, нах.
Даже тут смотреть нехер нам. Пойдем дальше. Там. Так. Ладно, сентинели. Ну, у нас премиум там хорошо фармит серебра. Так, что, никто не поехал, да, сюда? Пиздец, вы кузнецы молодцы, блядь. Поехали, ну, бабай, стой, ну. Ха. Слава Демин, спасибо за подписку. Все, в ангар, блядь. Этого и стоило ожидать. Победа, да? Смысл там смотреть что-то. Вот ТТБ, давай вперед и, блядь, быстро. Как понос, блядь. Да? Ох ты, блядь, чуть-чуть было не было, но. Блядь, нихуя. Не получается у нас. Давай вот так сделаем. Держи на 267. Че, все? Желание упало больше там стоять? Да? Когда назрел, вот сейчас, блядь, упарываться буду на них. Так, я тут один, да, не стал ТТБ. Понятно. На 155 фугасом, блядь. Вот я всегда кнопку жму рядом, вот вперед ехать, я жму всегда тройку. Получается, переключаюсь на фугас и думаю, что так, блядь, фугасом-то херачу. На 292 нормально.
Вот, блядь, вот это я промахнулся. Так, я вообще не понимаю, у нас модеры есть сегодня на канале? Не? На 308, отлично. Кто-нибудь есть из модеров? Нету? Понятно. Ставь, оставь. Отлично. Можно ее с разгона нахуй? Едем дальше. Бля, ну тигр. Не делай вот этой хрени больше. Ох ты, блядь, еще нахуй. Не, нормально. Так, там у нас Химмельсдорф, Сантино, победа, да? Хорошо, хорошо, это очень хорошо. Так, еще раз всем доброе утро, кто сейчас подошел на канал, на стрим. На стрим. Вот. Так что... Так... Это выполнено, да? Победить, играю в 4 боях. Стас Рио, доброе, Стас. Так. Кто знает подробно про инвент, который будет с 3 мая? Я вчера что-то слышал на стриме у Глафи. Там, короче, сейчас я перекурчик сделаю. Там типа, что это? Короче, на какие-то иксы сбивать. Вот. Иксы сбиваешь. Там что-то с 3, потом, короче, 3 танка разыгрывается. Ну вот, сейчас вот. Вот Т-23 Е3, потом АТ-15А и Су-122-44. Вот, ну я бы типа на выбор. Я бы на выбор бы взял бы... Я бы взял бы Су-122-44 бы. 70 Х2 сбить, по-моему. 70 раз сбить Х2? Или что, как? Что-то он там объяснял, а я уже в нашем полусонном состоянии был. Вот, как бы... Ну, я бы реально бы взял бы Су-122-44 бы. Не знаю почему. Т-23, 3, блин. А, давай, Стас, узнаю. Пожалуйста, если не трудно. Просто знать, как 3-4 я работаю. А потом можно... Так это, блядь... Получается, как сбивать-то, блядь? Получается, каждый... На любой технике, что у тебя есть, получается, все иксы сбить надо. 70 раз из нас сбить. И это что-то до 10 мая будет, да? Эти... Вот это что-то, блядь.
Вот, побежать в рейтинговых и обычных боях на технике 5-10. С 5 по 10, да? Другие призы, то бишь 3 дня прем-аккаунта, 20 бустеров. Потом, так, вот этот значок, что это, короче, 300 тысяч серы, 500 голды и 10 тысяч свободки, да? Интересно. Надо, короче, подробно узнать про вот этот ивент, который будет сейчас проходить у нас. Вот что-то начали мы сейчас тащить. Аж раз, два, три, 4, 5, 7 этих побед подряд. Так, мы можем на ESE прокатиться нам. Из. Так, у меня же это на Т-54, да? Да. Оборудку прокачивать. Блять. Смотрим, как раз на ESE затащим. Картели. Привет, первый раз на канале. Лайк, прожал, подписку оформил. Удачи в развитии. Все только впереди. Все, спасибо большое от души, Кармели. Спасибо. Так, говорят, да, 70 раз бить. То бишь 70 раз все свои эти, да? То, что у тебя танки есть, и их сбить. Понятно. Так, сюда кто-нибудь поедет? Не? Я вот сейчас упарываюсь опять. Ох ты, держи.
Нормально. Ну, на 5-10 левел. А если десяток нету, вот чисто только 9 вот у меня. Вот у меня нету 10, да? Только на. Получается, бля, он здесь красный, как хуй знает что. Бля, ну как броня не пробита? А то бишь, ну, 5-10, это получается с 5 по 10, да, не имеет значения, там 5, 6, 7, 8, 9, если есть. Включительно же. Понял. Ух ты, откуда он мне так шмальнул-то, блять, а? Сука, вот он в эту прощелину смотрит, блядь, а? Ладно. Слева этот трюк не этот. Ух ты, мы выехали из бухты. Мне вот этот из калит. Держи. Вот ты, блядь, там X. Пошел вон, блядь. Отлично. ВК-100 в ангар. У нас остался Лёва, блядь. Я не буду на него упарываться, на. Блядь. Все отлично. Так, это у нас помощник, у нас результативный игрок. Так, что он еще не сбитый? Давай на КВ. Так, может вот эту пониже, да? То может. А, там карта у нас, да, получается. Ага. Вот так. А, блядь, нос чешется, сука. С Карелии, да, с Карелии, Стас с Рио. Какая Рио, нам похуй.
Привет с Мурманска. Привет, Мурманск. Ну, я с Карелии, да, родом, как бы это, с города Конопоги, но живу сейчас в СПБ. Ну да, соседи, можно сказать. Не можно сказать, ну да. Ой, блядь. Игорь, прости, прости. Игорян, я честно реально не хотел этого. Так. Нихуя я сверхтухана ёбнул, ну я даже не ожидал этого. Кто видел сейчас, да? Блин, надо это реплей записывать. Такие самые моменты. Ждем, ждем. Главное ждать. Терпение. Терпение. Вот, все отлично. Терпение, терпение. Адреналин. Бля, ну долго-долго кадешится, это пипец. Держи. А, блин, нихера я фугасом не херачу, блядь. Ну что, этот танк как фугасом? Вообще, да, ломается. Там еще вроде был. Да, да, опасный. Блядь, что мы тут стоим? Рукобудем, блядь. Поехали его зарашим. А, сучок, спрятался, блядь. Хули ты от нас, блядь. Вот я лошара, я промазал, блядь. Ладно. Кто-то поможет, не? Потому что этот хер сейчас, если он, блядь, сейчас... У него КД очень долгое, как чем у меня. У него там, блядь, 20 с чем-то секунд. Отлично. Там сколько мы 2 сделали, да? Минус 2 по очкам выиграли. По очкам. Мурманск, Мурманск. Кстати, я вот сколько, да, как с Карелии, блядь, вот реально ни разу не был в Мурманске. Вот ни разу не был в Мурманске. У меня брательник служил в Мурманске, Печенга. Может, знаешь, Стас, такой поселок или город там военный, там Печенга есть. Или под Мурманском где-то там. Вот. Зима у нас, все, снег снова. Вот в Печенге вот он служил. В туалет по веревке ходили, блядь. Вот ж там реально, там, блядь, такие метели, там, если пойдешь, если все, заблудился, считай, пропал, на. Пропал солдат. Так, ну что у нас? Тайп остался, тайп, потом 4 и остались у нас бу-бу-бу. Давай на тайпе. Пока вроде бы все идет хорошо, сливов нет практически. Да, 3-4 у меня выходные от стримов. Ну как выходные, я не хотел бы, ну надо работать 3-4. Арбайтен, блять. Это в 9 часов я буду приходить, и смысл там... Нету смысла там, блять, уставший играть. Бля, вот меня бесит этот танк, реально. Вот этого 5-го уровня, блять, сука, такой танк. Ну я леопард, блять, ты чё, на?
Понятно, да. Вот сейчас я от ВК 30 пиздюлей получу. Хочу, чанчу, не хочу, ха. Что сказал, блядь? Ай, сука, он еще не то, что, блядь, он еще, сука, косой. Либо я косой. Оп, 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 вот это раздает, вот это он дает, на. А, сука, у меня развел на выстрел. Давай хоть одно пробить это, блядь. Да все, пизда, с нулем в ангаре. Нахуй, все, сразу выходим. Не будем насиловать свою нервную систему, блядь, этим. Вот. Нервную. Стас Трио только что подписался. Стас, спасибо за подписку от души. Хорошего тебе дня. Так. Ну что, попробуем на девяточке, блядь. У меня оборудка практически вся. Так. Маскировочная сеть, живучесть. Так. Доработанные модули. Защитный комплекс. Доработанные модули. Так. Калиброванные снаряды. Орудийный досылатель, да? Угу. Ну, думаю, можно. Так, что у нас есть? 8, Т-54, 2Т. Ружка, да? Понятно. Попал, но не пробил. Блять, это все это. Это все это слив. Это слив. Тут без вариантов. Как бы было. Ну, а хуй, толпой налетели на меня. Нахлобучили меня по самой, блядь.
Ну... Что, может быть, переломите исход боя? 3 в 4, давайте сравняйтесь. Вот сзади ружка. Вот эту ружку надо, блядь, убрать. Вот сейчас есть третий в ангар. Остался есть 8-й шотный и М103. Ну все. Понятно. Здесь все понятно. Там поражение, блядь. Ха. Что, едем? А что, туда никто не поехал, да? Все туда поехали. Ладно, поехали туда. Ой, блядь. Орёлка. Ага. Я вот этой хуетой, блядь, решил пробить кого второй, блядь. Да, это все. С нулем в ангар, блядь, с этим танком, блядь. Сука, не танк, блядь, а хуй знает что, блядь. А чё, всем похуй, да? Сзади этот леопард, короче, глушит, блядь. Пизду, блядь. Поражение, да? Поражение.
попал, ну, блядь. Броня не пробита, попал, блядь. Пизду. Неужели, блядь? В трюмплекс ему, блядь. Блядь, улоя не хватает. Чуть назад. Далеко ли ты поехал? Чувак. Что не взять меня на девятках этих? Ну, блядь, если не поехал бы туда упарываться, вот ошибка моя, бля. Вот при жизни мне, блядь, надо куда-то поехать, упереться, блядь. Сам виноват. Самус виноватус. Так, там у нас победа, блядь, даже. Нихера себе. Шпиковский. 65. Так. Кружка у нас. Сколько стоит? 92 и 25 бедов. Доброе утро, Виктор Андреевич. Какая сегодня замечательная погода. Да, погода сегодня замечательная. Да что, сюда даже никто не поехал? Это интересно. Ну чё он, сука, такой ФЦМ этот ёбаный, чё, непробиваемый, блядь? Отъебись от меня, блядь. Сука.
Было бы неплохо еще ссылку на вот Блиц приложить к стриму. Будет ли? Так, в Стиме ее скачать же можно. Смотри как, да? Сдох вместе с ним рядышком, блядь. Неплохо ссылку. Ну вот, если ты имеешь в виду скачать ее, то это в Steam ее скачать ссылку. Зачем выкидывать ссылку на это? Или ты про что имеешь в виду? Чат. Нет, в смысле сайт со статистикой аккаунта. А что там скидывать? Статистику. Ты спроси, я тебе скажу, какая статистика. Чё мне? Зачем? Я тебя понял, короче. Типа зашли, посмотрели, ракобол, нахуй, все, пошли отсюда, короче, да. Типа, блядь, статистика у меня говно, я практически не на статистику играю, а как его. Вот. Как бы играю в свое удовольствие. Вот. И ну как бы пытаюсь я играть. Не так просто вот сейчас выехал, уперся, блядь. Вот. Ну бывает и такое. Не, я не молюсь на стату. Мне как бы я играю сколько, блядь, насколько я могу играть, сколько мне, как говорится, скилл позволяет. Вот. Ну вот, смотрите, моя статистика. 44-71. 4000 боев. Все посмотрели? Ну вот. У меня разные аккаунты, где есть стата хорошая, где около 50. Не, ну кто-то есть чисто он на стату играет, типа там, блядь, все, пиздец, две катки слил, все, я играть не буду, все, у меня руки трясутся, блядь, там, инсульт, блядь, не случится у человека, блядь, кто там вообще пиздец, задрачивается из-за этой статистики, блядь. Как бы я ее, да, поднимаю, у меня вообще было 38, 2 месяца назад у меня было вообще там 37 или 38%, как бы, вот я вот взялся и потихонечку, помаленечку, вот статистику взять вот эту, да, у меня было, уничтожил 2290, как бы, да, но у меня было раньше вообще тут, а сейчас начинаю как бы это, вот. Я это на статистику вообще не это. А зачем иметь кучу аккаунтов? Не лень качать все по новой. Этот танк на пирожок похож. Это танк? А хрен знает. На какой пирожок? С мясом, блядь, с капустой. Какой-то хуёвок с окна стрелять с воздушки, блядь. Пойти ему с базуки ёбнуть в окно, на. Да не лень, блядь. Не лень.
Не, у меня есть еще один сервер, я чисто тогда, мы вот с этим, с Илюхой Михеевым на евросервере, короче, катали. Вот аккаунт есть, только и все, больше у меня аккаунтов нет. Зачем мне еще там аккаунт, как бы... Нам много аккаунтов, мне не надо. Так, ну чё, хватит пиздобольства. Поехали. Ой, блядь. На пирожок с пивом. На пирожок жесткий. На пирожок с пивом, блядь. А где тут пирожок, а где пиво? Русский, русский. Хорошо. Жесткий, да. Жесткий. Не, я не жесткий. На продажу шоли качаю шаки. А что, есть люди, которые типа на продажу качают аккаунты, потом, блядь, продаю, да. Не, есть чувак мне писал, говорит, я тебе там за 500 деревянных, говорит, блядь, прокачаю, говорит, блядь, до столько-то процентов, блядь. Я говорю, да нет, спасибо, на. Я сам прокачаю за 500 рублей, блядь. И покупают же. Ну, есть, наверное, покупают. Вот Черный принц, блядь. Сука. Так, мне кажется, отсюда либо сваливать нахуй, либо, блядь, сдохнуть. Знаю, что берут, особенно с премами. Ну вот, я не понимаю, вот от чего у тебя, что, скилл это лучше появится, или ты лучше начнешь играть, если ты купишь аккаунт, где там, блядь, много танков, да, там прем танки, да, и вообще статистика там, блядь, и чё? А ты, блядь, а ты говна кусок, блядь, на, держи. Вот. Я вот не вижу, блядь, еще один. Еще один, блядь, да вот откуда беретесь-то, блядь? Суки. Мат. Скажи своему инструктору по вождению, давай я вам в танках без аварий проеду. Качать некоторые лень. Ну я не знаю, а потом волна банов проходит и нет аккаунта. Я не вижу смысла, и зачем это вообще идиотизм покупать аккаунт там прокачанный, да? Если ты там рак, блядь, то хоть какой тебе аккаунт дай. Ты лучше играть от этого не будешь, блядь. А выпендриваться там, блядь, своими танками, вот у меня там танки есть такие, где у чувака тут заходил, у него реально все прем танки, все, вот все, что есть прем танки, у него все они, блядь. Либо чувак просто бабки некуда девать, либо я не знаю. Все. Пиздюлей наваляли, нахуй, в ангар отправили спать. Да, блядь. Одного всего одного. Ну вот что, вот видите, уперлись. 380, 426, 631, 666, 66. Нормально число такое, блядь. Да, потом волна банов проходит и нет аккаунта. Купил аккаунт, да. Там за сколько? 1000 рублей. Я не знаю, сколько сейчас аккаунты продают. Я видел большие танки, там чувак продавал там что за 25 косарей, что ли. У него все нации, все прокачаны, танки, все там статистика, блядь, такая вообще. 25 тысяч отдать. Вот
блядь, я хуй знаю. Не знаю. Может, я что-то не понимаю в этом. Как бы... Да, но я не вижу смысла. 66, да, у нас до этого, блядь. Нихуя. Поехали на этом. Вот. Илюха, а ты что не играешь в танки, на? Или ты понял, что это не твое? И решил с Ромой по подъездам шашлыки есть? Да, Илюха. А надо? Не знаю, это тебе виднее, надо тебе или не надо. Вот ты сука. Вот ты сучка, блядь. Куда поехал? Опа. Вот хер на горе стоит. Отсюда я возьму его, да? Достану. Ой, блядь. Ну дайте еще по нему свет, пожалуйста. Какой прям... Я думаю, этот... Как ее? 122-44. А я не знаю, там, если вот эти Т-23, какой там вот это идет. У меня что-то они вообще, вот то, что вот эти танки вообще меня что-то не... Хуй знает. ПТ-шечку? Да, ИСУ, вот это, ИСУ 122-44. А я что тут один, да, блядь, типа? Пизда, надо упарываться отсюда. Надо уезжать. На 350. Отлично. Ну шо нахуй? Одному в танке играть это бомбежка. На всю общагу будет. А эти в танке еще не играют. Чё, а анти в танки сейчас не играет? Ты что написал? Либо ты хотел имел в виду, эти танки, в эти танки, да? Сейчас не играю. А что, опять просали, да? Пиздец, блядь. Не только же сейчас так хорошо все шло, а? Пиздец, ну шо же вот. Пошел же все, блядь. Победа, блядь, поражение, поражение, блядь. Так. Малявка. Здорово, бандит, как дела, как настроение, как играется, как рандом.
Да, нормально все, отлично. Ник читается как малявка, ну я понял. Анти это бывший модер с канала Хомяка. Бывший модер? Причем бывший? Он тоже выгнал его, что ли? Нормально, малявка. Дела, рандом, все. Ну сейчас что-то пошло не очень. Хотелось бы лучше было. Малявка, малявка. Потому что он также на стримах не появляется. Как и ты, да? Как и ты не появляешься на стримах. Либо появишься и исчезнешь. Ты также работать будешь? Придешь на работу, блядь, покажешь, что ты, блядь, на работе, и все, и свалишь, да? Ай, сука, дали свет по мне. А ты что тут за уебище подъехал? Бля, мне вот эти выстрелы уже это напрягают, нахуй, с воздушки. Пиздец, бля. Ладно, я покурю, с вашего позволения. По боковов на камеру. А, Илюха, ты не ответил на вопрос. Да, и какой кайф быть на 2-3 каналах, ну, на стримах, да, модером. Вот это не знаю. Даже на 2, например. Достаточно одного канала, где быть модером, и все, и те. Модеры же, они для чего нужны? Чтобы следить за чатом. Да, чтобы там, блядь, не писали всякую хрень. Чтобы стримеру меньше работы было. Не отвлекаться на всякую ерунду там. Спамы и всякое разное там, блядь. Ой, блядь, позорно. Так а Хомка же с тебя снял этот модерку уже не из-за того, что ты не появлялся, а за то, что ты бегал по каналам. Да?
Так, что у нас? Что? Так, сейчас я приду. Буквально пару минут. Я вернусь. Так, все. Вернулся. Продолжаем дальше. Так, ухо. Вы талантливый артист и размещаете свои треки ВКонтакте. Сделайте вашу музыку. Вы сможете добавлять Котик только что подписался. Спасибо, котик, за подписку. От души. О, значит, на камеру это. Спасибо, котик. Блять. Неудобно вот ухо, вот это лучше. Так, мы по идее какие мы сейчас прокачиваем танк. На шпике я наружку иду. А потом что мы еще качаем? Что мы еще качаем? Качаем. Из этих, кстати, type. Так, сколько мне там хватает? Ну хватает, еще можно пушку купить.
Котик. Мисс Кис 2018. На всякий, если захочешь сыграть. Мисс Кис 2018. Окей, я могу добавить. Друзья, да? Если ты не против. Не против? Котик. Ждем ответа от котика. Мисс Кис. Мисс Кис. Ладно. Я думаю, не против. Чё стандартный рацион? Ну-ка попробуем. Что нам там? Что пополнить? Что пополнить-то? Аж пополнил. Дальше. Сколько у него КД? 3-4. Отлично. Сейчас мы заценим. Это 3-4 КД. Он тут чувачом, блядь. Так, ВК 30, и там по-любому у них еще ПТшка. Вот это мне это дал, блядь. Кисмис.
Никита, сам привет. Ну, нормально дела. Ну нах, ну нах. Как у тебя дела? Вот. А ты на каких рангах катаешь? На каких? На всяких. Никита сам 2. На всяких рангах. На левелах имеешь в виду? Ну, начиная с 5, кончая 9. Если на 4 рангах. Ну, у меня есть один 4. Вот. Какой я взрослый дядька. Можешь мне поднять тяжи на 5 уровне. Ну залетай. Сыграем пару. Ну блин, а что маленький дядька? Ну не дядька там 40-летний, если ты имеешь в виду 50-летний. год. 87 год. Да, 87 год. 30 лет. 30 лет в обед. Так, Никита сам. Да, есть такой ниндзя. Так, что у тебя там? Ой-ой-ой-ой, у тебя все, да? У тебя такая 4. Так. Ты в игре? Никита. Go Battle. Типа Go Battle 1 на 1, что ли? Не, я не играю в Go Battle. Извини, братан. Мериться у кого длиннее. Зачем? А? Так, ну чё ты, Никита, готов по пиздюлятору прокатиться? Сейчас, подожди, посмотрим, сколько мне там эти хватает мне на двигатель. Нихуя не хватает. Подожди, у меня банкомплектов нет. Сейчас я возьму. Да, 30-ничек хватит. Погнали. А хуй, что, она полностью? Пожалуйста. Да, надо поднять. Ну,
Какие смыслы? Я скажу тебе, что я не очень заморачиваюсь по поводу статы. Ну, пытаюсь играть. Да, стата ни о чем. Она 4000 боев, у некоторых там нормальная процентная. Но у меня вот так. Я долго попробуем поднять. И как ты предлагаешь поднять? В ряд стоим. В ряд стоим. Хули. Один воин в поле не воин, бля, да? МТ, куда? Назад, назад. Чуть позже, окей, как скажешь. А это не ты в друзья сейчас постучалась ВКонтакте? Я говорю, в друзьях ВКонтакте не ты постучалась? Ну, в друзья ВКонтакте. Давай, нахуй, держи, блядь. Отлично, Никита, сам молодец. Я, да, понял, все. Ой, извиняюсь. Блядь, мне вот забывайте, мне хочется вот так посмотреть за камня, так выглянуть, и типа я там сейчас увижу что-нибудь, да? Такой уже башка по инерции, да. Опа. Тебе есть ИС-3, как ты считаешь, нужно ли ИС-3 чутка понерфить? А что его нерфить? Что там можно еще в нем? На нахуй, держи, блядь. Вот вообще бьет по 47, вообще нормально урона наносит. Опа, на нахуй не пробить, да? Как и я тебя не пробить, да? А я знаю твое место, куда тебя можно в пукан пробить. Ну все, в ангар. Слишком уж непробиваемый он. Так это ж наоборот хорошо. Ну, когда ты встречаешься с третьим, это очень плохо. Я начинаю психовать, когда, блядь, начинаешь ему в НЛД целиться, блядь, и ты не пробиваешь его в НЛД, но оно там серым светится, да? Вот, это очень калит, бесит, и хочется что-нибудь в кинескоп кинуть. Тапок, например, блядь. Нужна помощь, блядь, да. А что там помощь? Кому нужна помощь? Да, блядь, я отсюда не могу. У меня не арта, блядь. По навесной ёбнуть. Ой, что маток много. Не, есть у него там щеки, ему там пробить можно, в НЛД бывает, можно пробить. Вот. Ну. А, блядь, мы вдвоем остались. Живи, братан, живи. Напишу, когда смогу сыграть. Хорошо. Теперь у тебя контакты есть? Пиздец. Пиздец. Я остался один. Ну чё, будем мериться, да? У кого, блядь, длиннее, блядь?
Я знаю, куда ему хуярить. Куда стреляешь-то, блядь? Животное, блядь. Куда ты поехал-то, Животное, блядь. Блядь. Я пытался. Это уебище, она, блядь, красная не пробивается. Только в этот... Блядь, в этот... В трюмплекс ему, где этот автомат у него торчит. Блять, ему нужно срочно. Нихуя ему не нужно срочно. Блять, АМХ, либо АМХ лучше взять, елку пойти. Что-то БДР G1, я хуй знает. Что за танк? Так, где мой взводный, созводный? Вот он там, да? В атаку, а куда в атаку? Ням-ням-ням, блядь. Вкусно пойло, но, блядь, эффекта вроде никакого нет, нахуй. Матильда. Ай ты, блядь, Матильда. Матильда это вообще, это, блядь, танк. Матильда, блядь. Не, если бы бэшками бы я бы в Толо бы, блядь, стрелял бы, может бы я бы ее затащил бы. Ну, блядь, БПшками голдой, нахуй, то бишь. Я бы ему, блядь, насувал бы, блядь. Писюнов полный рот, нахуй. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай.
Блядь. Вот, сука, нашли точку, куда мне можно запихать, да? Блядь. О, блядь. Так, подожди, а задачу надо сыграть в возводе, да? Так, сыграть... А, победить, играй, возводить в 4 боях. Ля-ля-ля, блядь, тополя, блядь. А, бой забыл. Бой забыл нажать. Да, ему бы еще двигатель бы помощнее был. Что, уже запалили меня, бля? Как быстро-то на... А, блядь. Ух. Танкуем. Ракуем. Да пошел ты, блядь. Ты мне куда животное пробиваешь? А? На хули, блядь, в 3 смычка, блядь.
пишет, ты, блядь. Если дерутся один на один, бля, нехуй пихаться другим, блядь, стревать, да? А то, блядь, долбишься, блядь, и там сзади тебя еще, блядь, пуляют, нахуй. Мыши серогорбые, блядь. Все хотят набить себе... Ой, блядь. Что-то мне Дениска написал. Ты еще все стримишь? Да, Санек. Стримим, все стримим. Завтра на работу. А ты что делаешь, Санек? Катаешь ВТС? Тогда уже не утренний, а обеденный стрим. Кстати, точно надо переделать. Спасибо, что напомнил. Я, да, катаю только на работе, на тепловозе. А, ты как обычно, Санек, все равно. Да, нормально, Денис. Я уже увольняюсь уже. Вот отработки мне до 8 часа дали. Так, сейчас я переделаю тут и начнем. Окей. А ты увольняешься? Так я же говорил, Санек, вчера, позавчера, что у меня отработки. Я объяснял причину.
увольнения своего. Вот ты смотри, Санек, ты, например, устроился, да, на работу. Ну вот, составителем, например, да. И тут херакс тебя, блядь, я не знаю, пихают такие на грязные работы, которые, знаешь, ты, блядь, вообще по другой специальности начинаешь работать. Типа там, блядь, пришел составителем, бац, а тебя там, блядь, не знаю, каким там, блядь, подсобным рабочим, блядь, начинают ставить. Правильно, тебе же не понравится это, блядь, и зарплата уже другая будет. Не, я тебе образно говорю, Санек, я тебе не говорю, что типа вот у вас такая херня. Я тебе образно говорю, что ты пришел, например, устроился на работу, да? И там херакс, блядь. Тебя, блядь, подсобником. А нахуй ты так меня, блядь, пробиваешь-то? Я понял, что ты имел в виду. Да. Ой, все, блядь, Матильда, все, пиздец, опять это, блядь, шалава приехала, блядь. Сука, ты меня бесишь, блядь. Уйди нахуй отсюда. А тут есть кто-нибудь со мной-то, блядь? Заебись. Конечно, блядь. Иди нахуй, я вон того похуя лучше. Тебя, сука, хуй пробьешь, блядь. Шалава, блядь. А где у нас Никита сам, блядь. У меня танк вообще ни хера не изи, блядь. И также в ПТЗ работал, устроился оператором. Ну, сказали, пока станок собирают, держи лопату и метлу, убирай цех. Вот, Санек. Я пришел, не было водителя у меня, да? Сказали, пока водителя нету, будешь типа бегать по постам, блядь. Я ну сначала думаю, ну ладно, хер с ним, блядь. Похожу я там, блядь. Там 12 часов, там сутки, как бы, да. Вот, потом я еду в пионерский лагерь, на 10 дней отправляют в командировку. Говорят, одна сумма, типа будешь получать по ГБР. Хорошо. 10 дней мы это там отбатрачили. Приехали, водителя нашли. Я с этим водителем одну смену, одни сутки мы откатались, потом поменялись. Я 2 дня отдохнул положенных. Вот. И на следующую смену опять заступаю на смену. И одни сутки отрабатываю. На вторые сутки меня дежурный звонит, говорит, типа ты, блядь, едешь на другой объект, короче, блядь, на сутки. Я не понял как. Я говорю, я же в ГБР. Вот так, типа, гендиректор распорядился, блядь. Ладно, хуйня. Вот. И ставят вместо меня другого челика. Пацана. Новенького, блядь. Я, блядь, отработал. Потом еще заступил. Вот. Потом херакс его, он увольняется, этот ну, парень. Ну, он месяца даже не отработал. Он говорит, Шарашкина контора, нахуй, надо бежать отсюда, блядь. Я думаю, ну все, место освободило, сейчас меня поставят этим, блядь, в ГБР, как нормально все. И херакс, и меня снимают. И, короче, меня не ставят в ГБР. Меня также пихают по постам. Но ставят вместо меня другого человека, этому водителю, блядь. Вот Игорян, вот этот водитель, из-за этого тоже месяц продержался, месяц мозг вынес начальнику, завтраками кормили и ушел нахуй оттуда. Да, Санек, вот я тебе про что и говорю, я вот тоже, мне тоже мозги компенсировали сейчас, я не выдержал нахуй, и вот я написал бумагу, вот дали мне, блядь, 2 недели отработки, вот. Вот завтра, послезавтра, я не знаю, там 5-6, что, ну 6, потому что 7-8 у меня теория вождения, я не могу. Вот. Как бы, блядь, все. Вот 2 дня отрабатываю еще, как бы, и нахуй. Я им объясняю, говорю, я пришел вам по другой специальности работать, я говорю,
Я говорю, вы меня, блядь, начинаете завтраками кормить. Тут говорит, блядь, сейчас водителя найдем и так далее, блядь. Ну, получается, Саня, да. Получается, опять я безработный. Ну, я найду работу, чё. Я вот думаю менять деятельность, нахуй. Но нихуя, я проехался по машине, даже ее не это. Ну-ка. А, вот сейчас я нихера, я по ней просто глум-глум. Даже ни хера. Кем теперь? Не знаю, Саня, кем теперь. Ну, у меня же есть слесарь еще, корочки. А ты шалава. О. Вот это нормально. Нормально шалава, бля. Слесарь сантехника. Вон она. Да это все опять вот ГБО, блядь. Братан, живи. Да я ебал такие пробития, блядь. Я этот танк ненавижу, блядь. Да, слесарь, сантехник. Пизда, блядь. Да все, блядь, я уже что-то не хочу на 4-х левелах играть, реально. Давай, Санек, залетай. По 40 пробивает, это что такое-то, блядь? Пизду. У меня еще девятка не пройденная. Все. Никита сам, ну реально, блин, ну у тебя танк получше, чем мой, блин, у меня он вообще, хер с ним то, что он как черепаха прется, блядь. Во-вторых, он пробивает по 30, по 40 пробитий всего, блядь. Вот, и, блин, ну вообще это... Меня уже реально уже бомбить начинает от этого, блядь. И тебе тоже спасибо за игру. Будут больше у тебя уровни левел, давай, пожалуйста, сыграем там 5-й, если 5-й прокачаешь себе, давай, пожалуйста. 5-й у меня есть танчики, которые можно покатать. Да, вообще, блядь, 30-х нахуй такие, блядь.
У меня, блядь, бабка в 30-е годы, блядь, лопатой, блядь, лучше хуярила нахуй. Куда тебя, сука, уебать, а? Держи, блядь. Хамаля. А мой танк 40-х. Ну, танк 40-х, так он уже, конечно, получше там уже, блядь, модернизирован. Там, ё-моё, 5-10, блядь. Ну-ка, дай-ка я тебя попробую вот так. Е50, я тебе не мешаю, братан. Отлично. Голдой, просто его голдой. Не, был бы нормальный танк у меня 4-го, я бы, блядь, без проблем бы поиграли бы, братан. Ну, блин, у меня реально бомбить начинает, я уже, блядь, от такой игры. Блядь. Давай-ка вот так сейчас сделаем, братан. Сука, что, зря снаряды, блядь, стреляю? Дядя, блядь. А, дядя. Впустую, просто впустую, 2 снаряда. Мне еще скоро придет мой ПК, тогда возможно еще Вартандер погоняем. Не, у меня Вантар, блядь. Ну ты понял, короче. Вангар, братан. Вартандер. О, ёпте. Ай, сука, ладно. Мне еще скоро придет мой ПК. А что у тебя с твоим ПК? Что у тебя не так с ПК было? Не, ну нормально, на 9-м сейчас -3 сделал, это вообще, ну, слили, правда, все, ну, блядь, что поделать. Гуд. Он был в ремонте, а что с ним случилось-то? А по очкам? Ладно, сейчас. Гуд, хорошо, гуд. Я гуд, yes, гуд. Да, видюха сгорела, да, и тупить он начал много чего поделать, чтобы ускорить ПК. Ну вот он сейчас в ремонте. Ну да, если ты не знаешь, что сделать с ним, чтобы ускорить ПК. Ну, ускорить как ты можешь ПК? Только апгрейдить его, если оперативки добавить. Апгрейдить там. Видеокарты, да, это, блядь, у меня вот самого, блядь, уже, я не знаю, блядь, я боюсь, что, блядь, купил, блядь, надо было GTX покупать, нахуй. А я купил, блядь, Radeon RX 550, 2-гиговый, блядь. Ну,
Ну, какие ж, стрим тянет, танки тянут. Вот ПБГ, вот он, блядь, фризит немножко. Блядь, неудобно играть, прицеливаться, вот вообще видно. Без стрима нормально играешь. Блядь, со стримом начинаешь, все. Я сейчас вот на права отучусь, вот. Потом в будущем тоже буду апгрейдить комп. Пока у меня он справляется. Для этого надо запасные держать, комплектующие запасные, хотя бы видюху 2 гиговую, не меньше, чтобы у тебя было запас, что мало ли, блядь, у тебя с видюхой что-то ты быстро вывел, это снял, воткнул другую, все, драйвера поставил. Правда, не из древних, которые драйверов уже нету. Как меня чувак тут пытался впарить за 5000 видеокарту GT, блядь, я не помню, короче, какая-то 2 гиговая, блядь, тянет, драйвера скачаешь, новейший, все. Я говорю, ну ты скажи, говорю, ну, Марку сказал это все, как называется, видеокарта. Я в интернете пробиваю, последние обновления драйверов выходили в 2004 году, блядь. То бишь уже 15 лет прошло, а он мне впаривает ее. Я ему пишу, чувак, нет, спасибо, говорю, блядь. За рублей 500 возьму у тебя, говорю, чисто так, затычку. Не, она бы потянула бы в танке чисто поиграть это, но стримить на ней уже все, не постримишь. А, видюху брать не меньше 4 гигов, чтобы было вот самое то. Если 3 гиговые GTX 1060 Ti 3 ГБ Asus вроде бы идут. Тоже неплохая карта. Так. Что мы продолжаем дальше тут сбивать опыт на опыт 2х. Эх, была не была, блядь. Погода у нас какая-то пасмурная стала, блядь. Ну, сейчас май начал, все, сейчас будет черемуха свести. Так, что у нас смотрим? Е75, С8, Джипандер. Блять. Бля, надо двигатель ему срочно. Я пойду вот сюда с ВЗ сотом.
Блядь, опять этот фугас переключаю, блядь. Ай, сука. О, у нас гости. Пиздец. Ой, блядь. Ну-ка, мы сейчас поугараем на первом, блядь. На первом вылове. Все вместе и все поехали в рассыпную, блядь. А ты, сука.
Сука, приехал, блядь. Бля, две вот это башки, да? 152, класс, КВ, КВУ. Держи, блядь. Да почему 3 снаряда не дают, а? Вообще было бы шикарно бы. Так, все, надо второй ЛКТБ, блядь, уничтожать нахуй. Вот, сука. Блять.
Ну, всегда так, нахуй. Да, думаю, этот Иисус 122-44. Вот, сука, пальнули. Блять, куда выстрелил вообще? Привет, Михаил. Вот сука, а. Ну все, пиздариками, да? Блять. Покажет. Да, у меня статистика лучше говно. Че смотреть там на статистику? Я на статистику не играю, считай. Статистика, сейчас покажу тебе. Вот. 4000 боев, 44%. Как-то вот так. Так, ИСУ. Ну, можешь считать, что я бот. Если так думал. Есть такие, которые 44 есть процента.
Вот сучка. Блять. Гори, 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 сука, потушился. Бля, ну дайте свет по ним. А, настрой осталось, да? Пиздец. Ага. Да все, пиздец.
У кого 44%? Тут боты. Ка нахуй отсюда. Попробуем объехать их. Блять. Так, чуваки, вы, блин. Стас Рио страданул сейчас. О, блядь. Давай. Орион, привет. Орион. Ай, блядь. Ну давай, квас. Сзади, сбоку, сзади, сбоку, сбоку, сзади. Разворачивай свой пукан. Да, все, пизда. Всосали нахуй. Всосали. Очко дьявола, блядь. Ага. Бежим. Вроде 7 зрителей, а в чате актива нету. Ну, не знаю. Никто не хочет писать. Никто не пишет. Вот, наверное, я зря вот сейчас еду сюда, да? А они могут с двух сторон, хоп, объехать, и пиздец. Блядь, надо ему пукан было зрить, блядь. Бить. Вот. Чему? О, что-то есть. Почему?
Класс. Пошел. Ай-яй-яй-яй, вылетел прямо, блядь. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, блядь. Пиздец. Да, пизда, съебаный. Чё там Стас, Рио, огонь? Чё там? Я танкую, некогда писать. О, человек, понимаю, и танкует, и стрим смотрит. Так, чуваки, точки, точки. Ну вот, блять, чуваки, вот точки-то берите, ёп, пиздец. Да добейте даже ТВК, блять. Сейчас ВК разнесет всех нахуй. Неужели? Чё, Ариорн, как дела у тебя? Ариорн, Ариорн. Нормально. Это хорошо, когда нормально. Да, еду я тебе на помощь. Бля, ну чувак, ты реально мою тему тут, да? Ты мои мысли читаешь? Моя мысль, мои скакуны. Держи. Назад, 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 назад. Не будем упарываться. Вот это сейчас я промазал. Они сейчас начинают нас рашить, блять. А у нас вот двое. Это не есть гуд. Разворачиваем пукан, просим помощи. Пиздец. Пошли нах. Сука, мрази, блядь. Ай, блядь. Ай, блядь. Все равно бы я от них далеко не уехал бы. Ай, блядь. Толпой тут. Сколько их тут было, блядь? Много было их тут. Так, что у нас? 6 человек. Всем привет.
Всем хорошего настроения, майского настроя такого, первомайского. Уже 2 майского, блядь, я уже все пиздец, я уже еще 1 маем живу. О, просто секас. Союзники видят, что у них ЛТ состав и едут на корабль. Не знаю, они все уперлись туда, а вся толпа приехала сюда, блядь. И нас просто с этим, блядь, с тем самым Иксом, блядь, просто так развернули, наклонили. Ну и дальше сами поняли, что. Без капельки вазелина, блядь. $620 минус. В минус уходим, в минус, ребята, идем в минус, блядь. Качаем ружку по этой ветке. Вот ружку я не хочу. Индиан. Будем качать ружку. А стоит она 92 тысячи и 2 миллиона 318 серы. Да. Так, прямо осталось у нас 4 часа. 5 часов почти. Я думаю, успею я 90 кэсов, 92 кэса без этого опыта набрать. А? Реально? С 5 часами прем-аккаунта набрать 92 тысячи. Реально. О, Стас Рил говорит, реально. Я тоже думаю, реально. Если нормально играть, кстати, если нормально. Не так, как вот я выехал, уперся, и меня просто отымели, и все, я в ангар пошел. Да, вполне можно еще шпика продать. Да, сука, держи пятюню, блядь. Кому там еще на нахуй? Так, что у нас там, блядь? У нас наверху орудует ЛТТБ, блядь, этот бульдог, да? Пиздец, пиздец, пиздец. Меня вот, когда я вот так промазываю, у меня такое ощущение, как серпом по яйцам, блядь, дают. Ну выйди, сука. Держи. Ай, блядь. Дай-ка мы попробуем наверх. Сюда подъехать. Бля, нет, наверху опасно. Там вон наверху есть. Там эти, блядь, КВ и РЛ, блядь. Держи, блядь. А как... Блядь. Как вот это можно назвать, а? Со всего разгонами просто в пукан. Я думал, кто меня там подпер, блядь. Вот у меня привычка есть, блядь, не смотреть на карту. Это вот херовая привычка. Не смотреть на мини-карту, блядь. Он по-любому был в засвете. И я туда не поехал, потому что, блядь, там РЛ стоял и... Кто там? Квас, что ли, был? Да. Ну, если по 252 брать, это, блядь... Выключи, так, единое управление, настройки, дополнительное. Зачем? Что это дает, если я выключу единое управление, настройки, дополнительное?
будешь играть с теми, кто с телефона. Это где, в настройках? Настройки. Так, качество, так, управление, да? Подожди, так, выключи единое управление. Следуешь по вертикали, блять. Где внизу, что ли? Где оно? Другое? Другое, во. Единое управление. Так, у меня выключен. У меня выключено все. Тоже в разнобой же вроде бы играют. Приглашение в студенческую. А не, вот это в тренировочной комнате мне он нахуй нужен. Автовыключение звука, громкость звука. Не, нам дохуя звука не нужно. Приглашать клан, приглашать друзья. А вот реплеи записываются, пока ты стрим, вот играешь сколько, да, и вот реплей идет у тебя, либо у тебя какие-то там идет какие-то частями, или за каждый бой он как-то фасуется, не? Кто знает? Национальный голос экипажа, блядь. Лимит реплеев 50. Вот тут еще можно лимит реплеев поставить. Охуеть. Сколько у нас? Лимит это все 50, что ли? После боя справа снизу там будет кнопка записать реплея. Этот сейчас так, этот один бой полностью. Понял, Арион, спасибо за инфу. Что, поехали дальше. Блин, что у меня это? Запоздала реакция в танках. Нажимаешь кнопку только через какой-то момент. Либо игру надо перезапустить, мне кажется. О, Никита Безумов, здорово, Никита. О, блядь. Как дела, Никита? Блядь. Так, подожди, у меня получится что-то на этом? Что случилось? Что за херово? Правда, разгончик возьмем. Или я сюда не заеду, вот на горушку эту. Давай. Не, я видел кого-то на стриме. У Глафи этот реплей он делает. Он сюда танчик один, короче, забирался. Наверное, не для шпика он. Во. Ёпт, если сильно захотеть, можно в космос полететь. После аппендицита. О, нихера себе. Аппендикс. Как тебя так угораздило? Дал ему. Где нецензурная лексика? Блять, если я начну сейчас ругаться, нецензурная лексика будет, уши пухнут у вас. Круто, да, место такое? Так, кто у нас там еще? Да, дадим ему? Что сюда? Нихуя не дадим.
Да ты шалава, блядь. Давай, 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 давай. Чувак, вывези его это. На меня, давай, давай, давай. А куда ты стреляешь, блядь? Ну, сука, индус, блядь, а. Понаберут по объявлению, блядь, танкистов, нах. А пусть берет точку. Высоко стою, далеко гляжу. Он, наверное, посюда выйдет, да? Куда он поедет? А, меня запалили. Блядь, ну давай ты быстрее кадешься, ёкарный бабай, блядь, сука. Вот вы меня вынуждаете на нецензурную лексику, да, нецензурную, блядь. Все, выиграли, ура. Постоял, посмотрел, пару раз накинул, блядь. На 745. Не густо, но нормально. И я в топе. Я в топе. Так, уже 70к. Ну, в принципе, у меня хватает на танк. У меня 25 есть свободки, свободного опыта, как бы. А. Вот. Но я их не хочу тратить. Пусть они будут лучше. Вот. Пусть они будут лучше. Угу. Так, ну что, поехали дальше. Кто-нибудь смотрит стримы Глафи? Ну, обзоры там, реплеи, вон. Ну, я вчера смотрел, короче, видос. Ну, там стримы вон и... Ему чувак, короче, пишет... подожди, на чем? На, там, блядь... Короче, на бабахе, говорит, сыграй 5... Сделай 5 побед, короче, челлендж, да? Он, короче, донатит 300 рублей, типа, сделай челлендж. Вот, 5 раз выиграй на бабахе, блядь. Вот, типа, косарь за доначу, блядь. Ну, тот играл, короче, нихуя. Вот, а чувак потом, ему все-таки все равно кэс высылает, говорит, типа, ты лучший, там, хуючий, короче, вот. Я сижу, думаю, блядь, пиздец, вот людям-то заняться нечего, как бы, да. Не, ну если человек нормально, вот реплей, мне нравится видосы вон и смотреть. Вот куда я еду, вот, блядь, не хочу ехать, но у меня сама рука туда едет. Жмет кнопку ехать вперед. Вот. Сейчас в пятницу, короче, какой-то будет стрим благотворительный у него на канале. Короче, какому-то там парнишке на лечение, он раком болеет. Вот. Будут собирать, короче, какие-то 2 стримера на его канале. Раз. 2. Отъезжаем. 5 подряд на бабахе было бы интереснее. Ну вот он пытался, один раз играл, слил, второй раз играл, слил, и все, больше не стал. Говорит, не, нереально. Не, ну может и реально, но он не смог. Ах, есть, попал еще на 227, блин, круто. А я думаю, может не стоит отсюда уезжать, а? Такое место тут рыбное, блядь. Не, ну надо помогать ехать парням. Вот. Блядь, не, а вон я тут проеду.
Надо точки брать, точки. Заточки. Ну чё, пора убивать кого-то, да? Вот я сейчас один снаряд просто впустую уебал. А, блядь, мне как пуканта поджарили, блядь, сука. О, как хорошо, 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 как стоит. Где? Где? Ремонтируйся. Вот сейчас у меня вообще вот пукан сейчас у меня подгорает, реально подгорает. Их два, да? Блять, я боюсь, я очкую, чуваки. Сука, блядь. У меня реально начинает. Блядь, не-не-не-не-не-не-не. А, он отвернувшийся, ебаный. Держи, блядь, держи, нахуй, есть. Не, вот бывает, когда заходят игры нормально, катки вообще изумительно. Вот на косарь я набил на 2 урона. Не, ну может больше было бы, конечно. Один снаряд я просто с вертухана хотел. Но не получилось. Ну, старался. С шестерками неплохо. Так, 71, 70, играем дальше. Это, короче, у меня такой челлендж, короче, сам себе я, блядь, поставил, блядь, цель за период, да, уже 4 часа с копейками набить 92 тысячи на шпике опыта. Ну, а потом можно уже фармить серые 2,5 ляма, блядь. Так. Чуваки, вы поедете, да, со мной, не? Бля, с 8 это пиздец. Это с 8 пизда, усказ. О, у них этот есть, да, но мы его фугасом. А у меня фугасов-то нет, нах. Печально. Печально, досада, ну и ладно. Так, прикрывайте, да, там вверх, давай. Блять, вот все, подгораем. Чувак, молодец, выехал. Дал мне, блять. Правда, я сам получил. Ну... Думаю, надо отсюда сейбл делать. Кому там помощь нужна, блядь? А? Так, все, нахуй, в ангар. В ангар. Я чисто такие шотных, знаешь, короче, забираю шотных, шмотных. А, блядь, сзади этот сейчас будет объезжать у нас. А, там его принимают. Все, можно не париться. Продай камуфляж, этот 3К серый за обои. Продает. Хрена его продавать.
Да мы и так на фарме, Марио. Телефон лежит, нахуй. Мы как на фарме. Опять снег валит. Да, в Мурманске у вас вообще там, блядь. У вас когда вообще есть лето там? Хоть бывает когда-нибудь лето? А? Стас? Блядь. Так, 72, почти 73. Осталось у нас 4,5 часа. Нам надо набрать 92. Не, 93 пусть тысячи. Ну, я... Короче, чем больше, тем лучше, потому что все равно там... Вот, надо... А, ну, в принципе, не надо. 93 хватит, и все. Иногда, блядь. Че, поехали, братва? Поехали. Под музыку, нахуй. Ай, блядь, такой маленький, нахуй. Шпик вообще пиздец. Такая глиста, блядь. Так, бульдог, не упарывайся на них. Ах ты хуево, блядь, а? Вылез, блядь. Ох, ох. Блядь. Ну вот ты пиздец, меня взял, подвинул, чувак, ну ты вообще красавчик. Вот опять снаряд пустую, блядь. Так, тихо, тихо, братки, тихо. Не нервничайте, блядь. Иди отсюда, блядь. Пиздец, ты меня вообще взял, подвинул, чувак, ты красава. Опять, блядь, защищайте меня. Да, я спрячусь за тебя, нахуй, пока меня не разобрали, блядь. Мы не будем подставляться, нахуй. Все. Спасибо. Надо, блядь, это защищать маленьких танков. Блять, я хотел выехать и дать. Такой орелик стоит, блядь. Держи, блядь. А я нихуя за ним не спрячусь. Не стреляй. Иногда я жду тебя. Иногда. Ай, блядь. Прыг. Все, убрали КВ, блядь. Остался вот он, блядь, еще КВ. А, этот есть, да? Можно, я оставьте. Кто-то подписался, сейчас посмотрим. Никита Профессионал. Спасибо, Никита Профессионал, за подписку. От души. Чё? Едем дальше.
Играем соло. Выполняем челлендж. Опа. Поехали, поехали. Ну давай я сейчас заеду, тут светану. Вот этот край. Чё, походу, слышу, вообще никто не поехал. Бред какой-то. Не люблю эту карту. А она мне, кстати, тоже что-то это... Честно, вообще поднапрягивает. Поднапрягивает, поднапрягает, поднапряжение. Давай, 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 давай. Давай, давай. Вот, Су-122-44. Все, меня пальнули. А где эти? Вот он. Ой. Блядь, я когда вижу вот этот ВК-100, его не знаю куда бить. Потому что, сука, он весь красный. Вот это АНЛД, если... Ах! Ах. Да, блядь, добей его, ёбаный. Отлично, блядь, а чё не забрал-то? Чуваки, сзади. Т-44. Ну, добейте его. Пидор. Вот, блядь, вот, ничего сказать. Пидор. Начинается там, блядь, пидор, шмибор, оскорбления. Промазал, блядь. Оставь его мне. В кого, блядь, стрелять? Я не знаю, нам стрелять. Кого? Их там 2 танка. Кого из них, блядь? Сука, меня бесит эта карта. Стася, не только тебя она бесит, но и меня тоже. Давайте вы выиграете, пожалуйста. Сзади, а моих сзади, блядь, сейчас прилетит тебе. Раздевайся, блядь. Вот хорошее решение. Объехать его сзади. И напихать ему писюнов нехороших. Ай, бля, ну все, в ангар. Я думаю. Бля, ну у него пока он закадешится, это пиздец. У него барабан, он может кого-то забрать, одного, даже 2. Все нормально сейчас. Он не затупит. Ему, блядь, вот раз, и все, и у тебя есть 2 попытки, чтобы наебошить АМХ. Не лезь, пусть он сам. Вот, молодец, и еще раз. Ай, хуёво. Енотик бум. Даже, слушай, не знаю. Я челлендж выполняю тут сейчас, как бы. Соло, думал поиграть. Пиздец.
Енотик бум. Восемьдесят. Бля, у нас дождь пошел. В Питере дождь идет. А, енотик, реально, я сейчас соло пока. Я сейчас набью 92-93 косаря на шпике. Потом можно будет вызволить. Хочешь, добавляйся, друзья. Ну, в танке. В танках. Ну-ка, что сюда вообще ни разу. Вот сколько я в этой карте играю, я сюда вообще ни разу не ездил. Вот на эту. А ты, сука. What the fuck. What the fuck, блядь, мазафака. Ах, получил, блядь. Пиздец. У него что, барабан у этого хуя? А, все, дрискает отсюда, блядь. Отъезжай, блядь. Ух. Не. Сука. Бля, я бы забрал бы его, если бы не выстрелил бы. Вот он меня выцеливает, да? Я думаю, наверное, не стоит, надо лезть. Ну сказал же, не стоит лезть, блядь. Какого хуя поперся, блядь. Всем здорово. Кто сейчас на стриме? А, блядь. Сука. За подписульку и за палец вверх. Давай сыграем. Хуя, он просто раздавил его, блядь. Ща, подожди.
Лёг 923,57. Так. Чё, на каких, енотик? Или Лёх? Лёх, как тебя? К тебе обращаться? Енотик или Лёх? Лёха? Лекс или Лекс? Енотик, бум. Так, восьмерочки, давай, восьмерочки. Где у нас восьмерочки есть? Давай. Ну чё, енотик, поехали. Так, я чё, с хищником, да? Чё-то я пропустил там, что называть? Отъебись, отъебись. Вот нахуй, чувак, ты сюда уперся так? Ну это видно подставной какой-то, да? Просто заехал, что-то тут, блядь, пытался что-то вытворить. И все, и уехал в ангар. Ай, блядь, сука. Не хватило. Ух. Чуть было не было. Так, меня запалили. Толканул на 225. Надо вот эту ружку. Бля, это я думал, я попал, что ли? С вертухана, нихера себе, блядь. Ну давай ты, блядь, сука. Давай, давай, нет, нет, ну, блядь, отъедь ты, ёкарный бабай, сука, индус ты, блядь. Я разъебу сейчас нахуй, все, блядь, тут. Сука, меня бомбить начинает. Уходи, уходи, съебывай, съебывай, съебывай куда-нибудь. Быстрей, блядь. Держи на 300, блядь. И сколько там нахуй? 300 ему ебал, блядь. Пизда.
Бой окончен, бля. Ну не успели чуть-чуть, что поделать. Помощник, да, помощник я, блядь, с меня, блядь. Помощник. Так, что там я? Бери из 3, бля. Ты меня заставляешь делать то, что я не хочу. Братан. Так. Хрена себе, блядь. Народу 30 человек на Твиче. Здорово всем, кто зашел ко мне на стрим. Всем добра, хорошего настроения. Приветик, Максим Кубряков. Привет, Максим. Нужна помощь. Взводный просит помощи. Но там есть кому помочь. Есть. Там... Давай, блядь. Ну сводись давай, блядь. Ой, ё, давай, гори, ясно. Смотри, не пробьешь. Блядь, сука. Пробил, блядь. У меня оборудки нихуя нет на нем. О, ништяк. Чего ползет этот? Кто-нибудь-то? Ну? Пиздец, блядь. Хочешь стой, хочешь не стой, короче, ехать надо по-любому, блядь. Так, оставьте меток хоть кого-нибудь нахуй. Раз шмальнуть еще, пожалуйста. А? Стоп. Сейчас, подожди, возьму, блядь. Все, взял. Давай на классах, нахуй. Давай. Поехали. Сейчас их будем, блядь, поворачивать, нагибать, раздвигать булки. Ну и
Дальше вы поняли. Бой. Ща им ноги будем раздвигать. Да, да, ноги. Так точно. Я подержу взводного. Поехали. Так, подожди, помеха справа, блядь. Куда едешь? Игорь, блядь, что не видишь, ну? Прешься, блядь. Кого-то, блядь, как танк нахуй едешь, блядь. Ебем, 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 ебем. Ай, блядь, не попал, туда не попал. Давай. О. Стой, 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 вот так, братан. Хуй дождешься, блядь. Я себе, блядь, наглый перец. Максим. Давай, давай. Так, кто-то у нас там подписался. Стопы, стопы, стопы. Буйтрон. Спасибо за подписочку. Правильно, да? Твой этот. Стой, 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 стой. Держи. Ай, блядь, у нас Буйтрон. Буйтрон, Бутрон. А чё я тут стою, бля? Поехали на передовую. Спасибо за души, за подписочку. Держи, блядь. Ах ты, сука. Вот такие вещи надо наказывать, блядь. Ну или меня накажут за такие вещи. За брата. Давай, давай, блядь. О. Найсно. Отлично. Мяу, котик. Привет еще раз, котик. Мур-мур. Будем общаться, мур-мур, мяу-мяу. Так, подожди, братан, я сейчас тебя тоже похвалу кину. Так, мы еще одну задачу выбили. И мы открываем ящик, и нам выпадает часть сертификата на 1 день премиум аккаунта. Ух ты. Это что-то интересное, блядь. Со статистами играешь? Ну. Лекс, сейчас посмотрим статистику. Вот, смотри. Я думаю, Лекс не в обиде будет. Ну, побольше, чем я у него процентов. У меня за 2000 боев было вообще печально все. Да. Поменьше, чем я. Так, что, на квасах? Да, давай, поехали. На квасах. Блять, а я вообще челлендж сбивал, короче, блять, на этом, на шпике. 93 тысячи надо было набить. Вот. Ну ладно, что, с нормальными людьми-то не сыграть в взводе. Да, котик? Обязательно позову. Ты по связи общаешься или без связи? Ну, Дискорд там. Типа того. Поехали, братан. Так, куда поехали? На корабль, да? На корабль поедем.
морпехов пиздить. Корабль. Так, точно. Могу со связью, но без разговора. Могу только слушать, ибо у меня много проблем. Так. Что случилось? Какие проблемы? Ну-ка. Со связью интереснее катать. Ну, интересно, да. Ну, блин, никто не хочет связью катать. Можно кому-нибудь въебать? Ох ты, да, держи, блядь. Держи, не пробил, блядь. Вот сука. Конечно, я за бесплатно катаю. Ты чё, за подписочку и лайкосик? Не лайкосик, а за палец вверх катаем. Пока никаких... Да почему? Ты пытался, братан. Максим Кубряков, я тут. Понял, Максимка. Так, берем точку. Это... Что там мне задавали-то? Какое там это... Типа мне вопрос задали. Я катаю как за деньги, ну, возвода, чтобы в возводе со мной покатать, типа за бабки, либо... Не, пошел бы ты нахуй, а. Братан, меня там обижают. Либо... Я говорю, я катаю не за бабки. Нихуя себе рикошет, блядь. Да вы охуели нахуй. Братан, походу нам пизда. Ха-ха. Сука. Ай, блядь. Неужели я нанес один урон за весь бой? Остался у нас, блядь, один этот. АФК, что ли, он? А, нихуя, он, блядь, крутит. Так что, братан, ставишь палец вверх, подписку и гол возвод. Если уж срочно так, вообще срочно, блядь, горит сыграть во взводе, то тут уж, сам понимаешь, лайкосиком и подпиской не обойдешься. Да я шучу. Вы не подумайте, что я тут, блядь, деньги вымогаю у людей. Так, что там написала котик? Стас, тебе может быть, да, можно так катить и со связью, и не обязательно играть в одинаковые игры, но проблема у меня одна, я сама по себе не маю, ибо до 22 лет я не умела разговаривать вообще, и только недавно за это взялась, буквально неделю назад. Ого. Ну извини, мы не знали. Сори. Да, через Twitch, YouTube, ВКонтакте. У меня 3 платформы. Вот сейчас было 38 человек на Твиче. Я вот сам не понимаю, что это было такое. Либо кто-то там ботов накручивает, блядь. А интересно, может кто-то левый человек на моем стриме накрутить ботов? Ну, поняли, да, там? Онлайн поднять ботами. Потому что я этой хренью никогда не занимаюсь, не занимался и не буду заниматься.
Вот. Так, квас. Поехали. Ну да, хоть я тебе на YouTube канал накручу ботов. Енотик, не надо, нам нужны живые люди. Потому что 38 человек, типа онлайн, да? 38 смотрит, типа, блядь. Ну, из 38 никто не написал, кроме вот как ты мне написал в Ютубе, да? Вот. Как бы... Так, подожди, я запутался. Так, а где мы? А, вот здесь, да? Куда едем? Поехали туда? Арео, охуел, бля, да? Вот. И никто, так бы из 38, блядь, ну, человек бы, может, 5-10 бы подписалось. Если бы даже какой-то рейд был, то пишут, типа, привет, рейд от такого-то, такого-то, знаешь, стримера, вот. Как Хомка вот делает рейды. Вот. Фух. Вот. Как бы, блядь, тоже не рейд. Но я хотя бы всего добилась сама в своей жизни. Я не хочу хвататься ни перед кем. Да, у меня в гараже стоят два зверя двухколесных. Совместно стоят они около 900 тысяч рублей России. И комп у меня за 80к. Хоть и зарплата у меня небольшая, 250 долларов в месяц, но пытаюсь еще как-то жить на эти деньги. А еще времени не хватает на все про все. Короче, не хочу ругаться, это пиздец. А кто ругается с тобой? Киса с тобой, котик, с тобой никто не ругается. Можно ему въебу, пожалуйста. Ну, сводись давай ты, блядь. Вот я сейчас начну ругаться, блядь. Блядь. Я имел в виду, матом ругаться не хочу. А, да. Не, ну... Можно выговориться. Вот я выговариваюсь матами, потому что если я буду сейчас себе все держать, меня начнет бомбить, блять, я могу микрофон сломать, нахуй, оторвать его к ебеням и со второго этажа выкинуть. Я КВ заберу, я заберу его вот так, вот таким образом, я даже стрелять в него не буду. Блять, придется стрелять, братан. А еще я настолько быстро пишу, что не успеваю все кнопки прожать. Не, ну я бывает тоже пишу быстро, как бы. Я не умею писать еще, вот несмотря, да, на клавиатуру, вот так смотреть в экран и писать там. Вот, ну, когда я смотрю на клавиатуру, я могу как бы быстро писать, и бывает такое могу написать. О, блядь. Я несмотря пишу. Ну, видишь, ты молодец. За это тебе... Так, Су-85, да, давай, знаешь, что я возьму? Давай я возьму Черчилля. У меня 5-го, блядь, одно говнище. Ну, как говнище, Леопард и Type Т-34. Кстати, я же пушку новую купил на Type. Давай-ка Type. GTA San Andreas помогло. Сколько ударов в минуту? Чего ударов? Стас, ты про что? По клаве. По клаве? А, вот там между собой, ладно. Понял.
Я 100, кстати. Я рак, кстати. А, тут, короче, кто-то зашел, мне говорит, тебе стату покажи. Я показывал стату, и он пишет, а я думал 44, ну 44%, типа только боты, типа боты играют. Я говорю, ну значит ты, блядь, думаешь, значит, что я бот, у меня 44%. Вот. Я вообще, честно, вот честно скажу, вот как есть на духу, мне вообще похуй на статистику. Я не задрачиваюсь в нее, как бы, да, я играю в свое удовольствие, блядь, потому что мне это нравится, я хочу играть в эту игру. Вот, статистика, блядь. Я не собираюсь там, блядь, участвовать в всяких, блядь, там, блядь, какие-нибудь геймерам, блядь, про геймерам всяким там, блядь. Так. Ну, обычно при приеме на работу, при наборе текста спрашивают, а смотря на какую работу, как говорят наши люди, мы в топе, Тима в жопе. Наверное, может быть. Не, я слышал такую, как говорят наши люди, мы в топе, Тима в жопе. Вот. А прыгать там выше кого-то там, блядь, и соревноваться, у кого длиннее, у кого толще, блядь. Ну кто-то играет лучше там, блядь. Может там сейчас поехать, да, там ему, блядь, -7 сделать просто как с кустаем, как, блядь, как 2 пальца, блядь, об асфальт, нах. И все. У меня самое большое было, так. Котик. А где жена твоя? Жена у меня в Карелии 6 мая развод. Уже 3 года в разводе. Ты ток не пей. То убьешься конкретно. Котик, это ты мне сейчас адресуешь это или кому там? А? Кис-мисс. Нет, блин, бате своему. Ну, папе привет. Нет, я не пью, я только пью вот энергетик и курю вредные сигареты. Кстати, то, что я сейчас займусь. С вашего позволения, я офну камеру, сделаю. А чё мне бухать? Вот зачем? Скажи, вот, что я должен бухать? Я уже 3 года разошелся уже, когда сигареты хрень, сними с ними. Сама такая, но есть просьба. Такая. Это. А чё? Я ж не каждый день пью. Вот сегодня пошел, вот захотелось мне что-то вот энергетика с утра. Вот. И это. Сильно влияет на понижение тромбоцитов. Окей, а тромбоциты это что? Я что-то анатомию вот эту не знаю. Знаю печень, сердце, селезенка, почки. Когда душа просит праздника, печень просит о пощаде. Так, что там говорил на вторых, а у меня, слушай, братан, у меня нет вторых. У меня только первый есть, 2 первых. ПЗ, второй.
И какой-то американец М2 Лигн какой-то, блядь. Бери ПЗ. Давай, беру, подожди сейчас. Пока это... Перекурим это дело. Так, попала в такую херню недавно, 28 апреля. Положили в реанимацию из-за низких тромбоцитов. Много энергетиков, кофе пила. И других вредных напитков и еды. А тромбоциты это очень важная херня в крови, в теле и так далее. Влияет не на кровотечение, этого вроде. Поэтому не советую так сильно. Да не, я же не каждый день употребляю вот эту хрень. Я понимаю, знаю, что кофеек я круженцую с утречка кофе. Так вот в течение дня вот у меня уже вторая банка. Время у нас московское 14 часов. Бля, вот завтра на работу. Бля, завтра 2 дня работать. 2 дня без стрима. Так, ладно, все. Какая хрень. Ну чё, погнали? На улице дождик. О, блядь, с третьими пиздец мне нахуй. Пиздец. Ха-ха, блядь. Вижу на горизонте потенциальный объект. Ну что, или шо, сыграть не хочешь, или... Давай сейчас сыграем. Подожди. Сейчас до эту каточку доиграю, и можно сыграть будет. Хорошо? Жора, цыц. Пятый, шестой, окей. Куда стреляю, блядь, братан, ты сливаешься с красными, я думал, это
Ай, блять, противник, на. Хорошо урона своим не наносишь здесь, как в обычных танках. Блять. Вот, сука. Так, братан, Лех, пока все. Я сейчас играю спотик, окей. Так. А ты в этом, в игре? О, все, принял. Давай, какой? 5, 6, 7, любой, да? Чего на чем? Самого низкого. 4. Ай, блядь, как я 4 не люблю. Ладно. Погнали. Ай. Взводная игра недоступна. Выбери технику с меньшей разницей. Ай, бля, 6. Чё я туплю? Сорян. Давай. Все. Что-то я это уже все. Я что-то посмотрел, подумал, что 4. Так, ладно, мы поехали к точке С. Ну, засмотрелся. Мы сейчас их с тылу объедем. Тихо, назад, кого-то видел. Игорь, блядь. Вот сука. Вот херово, когда не видишь засвета кого-то. Ну все, и КВ 3 добивает тигра. Не будешь добивать.
Все, давай в ангарчик. Так, Сентинел, да? Давай, у меня тоже Сентинел есть. Сентинел, давай. Здорово, Витек, здорово, Андрюха. Как дела? Без краски. Блогером стал. Да не, каким блогером? Стримером. Ха-ха. Чисто так. Все норм. Хорошо. Да лучше мне, Андрюха, этим заниматься, чем какой-нибудь хренью маяться. Я, наверное, вот зря сейчас упарываюсь туда. У нас там есть, то нету. Они, походу, все там. Все там. Там. Ты в Питере? Да, да, в Питере сейчас живу. Вот, вижу. В Питере. Ай, танканул. Ай, хорошо, какая. А кто это, блядь? Все, блядь. Пиздец. Просто приехали и уничтожили. Тима Дебилов. А я в эту категорию вхожу, котик? Не. Ну хорошо. Не, ну видишь, они, блин, я не понимаю, они вообще разъехались по всей карте, блядь. И все. Блядь. Так, седьмой, кстати, вот, давай, шпик, где у меня шпик, вот.
Машину С едем. Так, с нами сюда едет, ну ладно. Что, никого нет? Бля, вот опасно, опасно вот так уезжать, бля, сейчас кто-нибудь, сука, появится. Вдруг откуда ни возьмись, появился. В рот чих-пых. А мы едем, едем, едем. Блядь. А, бля, как больно-то. Ну все, опять, бля, сливаем катку. Так, аккуратно, там КВ-3 едет. Который я не пробиваю, бля, почему-то. Раз. Два. И все. Илья Прохоров, привет, Илюха. Вот главное не упарываться. И все. Так. Илюха, у меня сейчас вообще тут желающих много. Так. Как бы это. Ты не один. Пока сейчас. Вчера, да, но вчера-то вообще было пусто. Со звонами. С одним там пару сыграл, все. Сейчас. Русскинс. Russian Federation, надо, блядь, говорить. Не Рускинс, а Russian Federation.
Блять. Все, получу пиздюлей. Теперь можно отъехать. Так, они у нас объезжать начинают, да? Сука. Кошара по окну ползает, блядь. У меня окно открыто, это створка, форточка, и сверху это... И он там сверху сидит, блядь. Лягушки квак, квак, квак. Так. Смотрим за взводом. Блять, опять же, все воюют на реке. Эти, блядь, ЛТТБ, блядь, СТ, Sentinel, блядь, КВ-3, блядь. Чё они в городе делают? Я вообще не понимаю, вообще, что они в городе делают, блядь. Когда все, вот там уже там массовка вся началась, блядь. Пиздец, блядь. Не летит что-то. Да вообще. Я 2 раза дал, блядь, и все. 3 даже где-то. Где-то 3 разика. Так. Шмальнул. Вот. Проказник 04. Спасибо за подписку. Я в ангаре. Давай, я тоже в ангар иду. У меня один только 7-й танк. У меня нету пока сейчас. У меня один. Так, я возьму сушечку. По ПТшам. Наша видеозапись. Понравилось. Андрей Прокоп. Игра престолов там, что ли? Кстати, интересно, что и не банят. А тут, блядь, 1-2 серию посмотрел, как бы это постримил, запись осталась. На следующий день захожу. Все, изъято правообладателем этим. Ну, короче, поняли, да? Типа, блядь. Так. Едем. Поедем вот туда. Блять, они все там. Они все там, а. Они все там. Там, а. Гори.
Все. Можно их зажимать. Пытаться. Вот сейчас будем пробовать вот этого забирать. Все, теперь уходим. Бля, ну долго деструктор он перезаряжает. Вообще жесть как долго. А, все. Умничка. А давай, сводись. Держи нахуй. Кто больше? Блять, что-то, блять, уши вообще эти ухи, блять. А, все, да, ништяк. А я-то думал, все. Еще кого-нибудь шмальнуть на. Не, ну нормально на ПТ. О! Я ухо пробило. Там победа, здесь победа. Сейчас. Кто-то подписался. Сейчас посмотрим, кто. Так. Арткер 21. Арткер 21. Спасибо за подписку. Седьмой, да? Седьмой. Где у меня шпик-код? Арткер. Так, поле 2, 3, 2 у нас на этот поехали, блядь. Ну зря не упарываться, поехали туда. Если все в поле поехали. Ах ты, блядь, а. Yes. Бля, ну не подпирай, ёкарн, блядь. Сука, еще один, блядь. В ангар, нахуй. Блядь, вот что, специально, что ли? Или мою нервную систему, блядь, проверяете? Пизда, все, я отхожу. Я все, я шотный. Блин. Блядина, нахуй, блядина. Так, назад. Никита Самойлов присоединился к трансляции. О, привет, Никита Самойлов, если ты слышишь.
Остался один Т-43 против троих. Из третий шотный. Комнат шотный. И где-то еще один, блядь. Ух, повезло нормально. Сзади подъезжает комнат. Вот мне задача, да? Да, тут без вариантов, как бы. Оля, мост. Бесит меня эта приора занижена. Так. Так, ну что, куда поедем? Прямо, либо поедем со всеми? Сейчас посмотрим, куда все поедут упарываться, поедем с ними. За компьюшку. Так, 2 на А, АБ, 3, 4. Так, Т-34, один, походу, у нас что, спит, что ли? Поехали-то, что тут, смысл тут ловить? Поедем, вот светанем. Вот ты, сука, я же, блядь, не за свете, блядь. Тихо, тихо. Снаряды вообще не хотят лететь. Ладно, тут... Молодец. Поехали дальше разбирать. О, на ВК. Да это походу ФК, что ли?
Блин, чуваки, вы меня разрываете. Просто разрываете. Тихо, 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 на. Ну, блин, ну зачем я просто взял снаряд кумулятивный, просто, блядь, уебал в никуда. Хуйня это все, нахуй. Блять, один пробивает, другой не пробивает, блядь. Ай, блядь. Я знаю, он где-то здесь. А, там сзади. А я точку заберу обратно. Она после этой, короче, катки покурить на славу. Раз, два, три, четыре, бля, пять человек просят возвод. Сейчас я еще пару каток с котик. Потом я с котик играю с Лешим Рыбачком. Потом у меня кто? Кто там еще просился? Ай, блядь, как больно, сука. Это обижает маленького, блядь. Обижает маленького, блядь. Танка маленького. Давайте вот так не будете наглеть, нахуй. Ну все, пизда, нахуй. Ангар, блядь.
Да ты не задерживаешь. Зачем ты сразу задерживаешь? Вот. Просто люди просятся, вот я как-то пытаюсь с кем-то время уделить в взводе, скататься. Так, ну чё, 4 на 4, блядь. Уже 3 в 2, блядь. Так, еще пару каток сыграем с собой, давай. И потом. Окей? Договорились? Блять. Так, что у меня? 4К боев и 4 сейчас. А, это уля-ля-ля. Уля-ля. Так. Так, 6, да? Сейчас, подожди. Все. Биби. Блять. Ухо. Заебали эти уши, блять. Падать. Вылазить. Ух. Нормально он меня втащил, блядь. Ну выползи, блядь. А ты сучамба. Откуда шмаляют оттуда, блядь. Сушка, походу, да, сушка, блядь. Блядь, вот не свелся и в землю ушел. Снаряд. Но снаряд никуда попал. На 369 хотя бы тебе, блядь. Ну ВК-36, ну ты тут чё? Ну? Будешь выкатываться? Давай по одному, блядь. Давай, ну. Давай по одному, ну. Да я не буду в тебя, блядь. Быстрее бежал сразу. Если будет это прекрасно, если он сейчас выйдет класс и мне сделает этот. Танканул? А, сука, хуй танканешь, да? Прям боеукладку меня, блядь. Чпок. Все. Пойдем в ангар. Котя.
Бесит люки. Да, да, бывает такое. Не только бесит люки, а вообще бесит. Куда, блядь? Так, ВК-30. А, ВК-30. У меня что еще есть? А, который в бою. Так, ВК-30. Дай-ка я возьму наш. Что. Класс. Не, ну реально, если сейчас так пойдет, что много кто хочет поиграть в взводе, вот, то походу надо пару каток. Сколько сейчас стандартная цена за пару каток сыграть? Кто знает. У Глафи эти, смотрю, у них что-то там по 33 рубля что ли, блядь, стоит. Я ничего не хочу сказать, то что типа там бабосики, ну я говорю, что вот так если пойдет, то как бы это. Сейчас я пытаюсь со всеми, скажем, сыграть нормальное количество боев. Ой. Давай. Вот, а когда уже будет, то да, уже, блядь, нам уже придется делать там 2-3 боя. Рублей 20. Держи, блядь, на 446. А ты меня не пробьешь. А я тебя сейчас уебу. Не, мы сейчас этого... Ну давай, быстрее, блядь. Сука. Держи, блядь. Ага, ты меня, блядь, хочешь вот так? А нихуя не получится, блядь. Хотя, сука, все равно сейчас достану. Откуда-то отсюда стреляли. Где-то. А, вот они тут. Тут, здесь. Вот он, вон он, вижу. Ну сводись давай, бля. У меня тут вообще этого нету. Как ее? Ай, бля. Или еще рикошет. Нормально. А оборудки у меня вообще на КВ нету, на квасе. Ни капельки, ни одной штучки. Вообще нету, на. Можно я ему въебу? Спасибо. Не, ну нормально сыграй, нормально вообще. Сейчас еще одну каточку в коте. Дальше у нас Олегович. Леша Рыбачок. Еще, давай одну каточку. Куда все? Еще же каточка. Я говорю, уже 2 каточки.
Окей, возьму. Сушенцию. Это уже задолбал рыжий, блядь. Так, а мы сейчас поедем вот все ЛТ дисбот. Шли оскорбления, блядь. Вот это всяких, блядь, разных дизов. Ну ты так ехал хорошо, и чё остановился-то, блядь? Попаду отсюда? Блять, рикошет, сука. Жора, блядь, задолбал, блядь. Сука. Ну. На, уходим. Так, не подставляемся. Там у нас МТ-25, там кого еще, да, у нас? Он будет выезжать? Нахуй, он не поедет сюда. Так, понеслась по кочкам. Что, выйди еще раз, блядь. Че, слабо? Бля, я уже думал, кого уже сзади подъехал, что ли, блядь. Отлично. Все. Боевая задача выполнена. Поехали, последнего заберем. Правда, он, блядь, в барабан, блядь, ну. Yes, КПСС. КПСС. Так. Все, Котя, спасибо. От души сыграл с тобой. В следующий раз еще поиграем. Все, последнюю, да? И что мы там нам дадут? Да, последний ящик открываем. И нам там... Понятно, по губам, блядь. Так, а вот эти ящики, что тут надо? Так, экипа, так, эпическая, да, эпическая. Нихуя, да, тут?
Так. Что, улегайся в Дискорд? Так, ладно, сейчас я приду. Буквально на минуту. Оба. Тарам-барам-барам-бам-бам. Кто входит в гости по утрам, тот поступает мудро. Так, ну чё, продолжаем дальше. Арковать. Можно так сказать. Я начал в Discord зайти. Сейчас зайду в Discord. Так. Бля. О, Легася, здорово. Алло. Да, как оно? Да, нормально. Как в кино. Оба. Сейчас курну. Давай. Наблюдал, как ты катал. Да. Ну как я роковал. Нормально. Так, кстати, а что у меня статистика-то, блядь? 44-74, блядь. Ну, поднимается. Ну, блядь, она у меня поднимается и опускается. Поднимается и опускается. Да вообще похуй на нее. Оно в среднем так и будет. Все равно все-таки повысили, блядь, я как вспомню, блядь, по 37 будет. Ага. Я уже скоро сейчас наружку накоплю. Ты уже шпика полностью? Шпика, да, он у меня сейчас, он весь прокачан, у меня осталось сейчас 78, почти 79 тысяч уже. Вот, и потом надо будет серебра фармить. Все понятно. Как всегда, в деньгах все дело. Да, пиздец, вся жизнь, блядь, все проблемы, все в деньги упирается. Ты этот инвента будешь проходить? А я не знаю, посмотрим. Будет время, значит будет.
Ты-то постарайся, что тебе, вон, сушку себе возьмешь, эту 122-44. Так, я и хочу, я после буду. Короче, там что-то рассказали, там надо 70 раз, короче, выбить. Выиграть надо. Да, победить. Все из боев. Так Вот. ты ее возьми, я просто у меня на другом аккаунте она мне из ящика выпала. Вообще техника зверь. 44-ка вот это, 122? Вообще, да, от нее, во-первых, рикошеты летят, можно под углом ее ставить. И по 400 вылетает этот альфа. Для 7-го уровня, я считаю, вообще не 44-ка вот это, 122? А, Да, всё, да. слышно тебя. Я думал, слышно тебя на стриме, не? Да, вот. Слышно, там голос был. Бля, завтра на работу, бля. Меня сегодня хотели запречь, блядь, я говорю, А как у меня завтра выходной. пиздец, блядь. Дождь со снегом, Костомукшу вообще завалило снегом. Не, у нас дождик идет сейчас, вот начался. Так у нас тоже дождь, тут к нам еще снег не добрался. А вот тут рядышком, как бы, в соседнем. Там валит, блядь. Звонили. Так я до обеда, у меня уже весь сырой был. Ой-ой-ой-ой-ой. Блядь, что время так тянется? Еще 15. Так, вчера-то вообще быстро, блядь. Время смотришь, уже 3, 5, 7, 10, блядь. Я тут этот высчитывал, короче, сколько, если, например, ветку качать, там, ну, с первого по последний там, этого, там, по чату, сколько опыта надо. Ага, 550 тысяч. пиздец. И вот возьми, короче, вот у тебя заходит, вот, да, в свой профиль, и вот смотри, средний опыт забоя, сколько у тебя выходит. Ой. Средний урон забоя у тебя идет, да, и средний опыт забоя. Так, средний нанесенный урон за бой. Средний урон забоя и средний опыт забоя. Так, Ну, после побед процентов, потом средний урон идет, и потом средний опыт забоя. так. Знак властности мастера. Угу. Вот сколько это? Ну, у меня так, средний нанесенный урон за бой 611 и средний полученный урон за бой. Так. Да блин, я тебе говорю, просто в профиль свой зайди. Сейчас я в твой зайду, сам тебя. Ну, глянь, я... 371 средний опыт забоя. Средний урон забоя 611. Угу. 371, вот ты высчитывай, сколько тебе надо боев сыграть, чтобы выкачать десятку. Раздели, короче, 750 тысяч на 300, ну на 400, грубо говоря. Ты в среднем за бой по 400 где-то опыта выкачиваешь. Ага. Это раздели 750 тысяч на это, и сколько у тебя боев сыграть, чтобы десятку все выкачать. Понятно. Ну что, на чем поедем? Да, без разницы. О, давай на 7-х прокатимся, мне все равно надо набивать. Пока прем аккаунт у меня еще 2 часа, почти 3 часа. На чем ты именно? На шпик. Шпинковский. Давай. Панхер, панзер. Готово. Ну чё там не пускают, нас не хотят, блядь. Пустите. Дайте плюшки тонкие. Ну дайте. Что это вообще? У тебя есть кнопка выйти в ангар? Да. Все. По новой больше. О, А то бы еще неделю сидели. сразу же, блядь. Целая трешка. Вторая.
Это плохая штука, вторая. Чё, едем к самолету, наверное, да? Знаешь, да, у них 34,85, Пантера будет около больше. Ну еще ладно, попробуем пошпиговать. У нас же шпик есть. У нас Самый огурец. шпик есть, блядь. Самый огурец. Один уже показался. Живые, да. Ну, там. Я там слышал бульдог. Да. О, бля, наполучал-то я, блядь, а? Это зря ты туда вылез, блядь. Ну, пиздарики, нахуй. Бистро разобрали. Блядь, сука, похуй уже, блядь. Ну я говорил, надо было туда не ехать. До хера их. А чё нас тут? Пойдем в ангар сразу, что тут смотреть? Пошли. Ладно, я только еще учусь. Давай на 44. Давай. Сейчас погоди. Там 44 у меня что там у меня? А, у меня же прокачано Т-54, да. Я готов. Иду я оборону. Девятка сразу. Я же бачатый. 54. Лёва надежный, Лёва не надежный. Еще к девяткам закинула, за и нормально. А вы Валёве Шепин доспал. Сильно не форсил. Событие. С поджогом, блядь. Сука, пролетел, а? Так, нормально, на 281 дал. Моих сгорит, блядь. Синим пламенем, блядь. Ну что, надо 54-ку забирать. Отлично. Сзади там уже отъезжает. Очень мелкие. Дал. Блять, сука, Лёва ненадежный, блядь.
Блять. Да как хули толку, блядь. Как ни крути, все равно бы, блядь, слили бы. Тут, блядь, без вариантов, нахуй. Не, ну нормально наколотили, блядь. Блядь, чуть-чуть не хватило до 2000. Да. У нас есть 75-й, девятки, десятки, девятки, вот, один с нулем, 38-й вообще, блядь, девятки уже. И поражения пошли. Да-да-да. Я вернулся, я в Печорах. Так. Ну чё? Да, без разницы. Что, опять на седьмёрку? Давай на семерочку хочу. Пока там это сейчас, пока танк остынет, 44-ка. Как и вчера у нас тоже вообще изначально вообще не пёрло. Да. Тебе привет от мамки. А, я тоже передаю привет. Слышишь, да? Теперь класс, у нас класс наставили. Брага нас стоит, самогон будет скоро. А, ты это, не мани меня, не мани, на. Я сока березового поставил. Че, в город поедем? Не, поехали туда. Да в поле, в город, туда пусть тяжи едут. Сейчас мы здесь что-нибудь разрулим. Да, нас двоих сейчас тут разрулят быстренько. Ну хотя бы что-нибудь. У тебя светлячок свети. Да, уже засветили. Меня пока еще нет. И там туда уже ломанулись, блядь, через город. А сейчас вот по-любому день где-то. Вот теперь да. На 359 нахуй. Держи, блядь. Еще держи, блядь, на 300. Блядь, вот нас держи, блядь, ты, блядь, чай, не иду, Олегач, давай его нахуй. Отлично. Закрутили, бля. Блять, у меня вот 316 хп. Ладно, поехали, МХ сейчас пробуем. где он залупа? Там где-то, блядь, едет. Я туда к нашим попёр, блядь. Давай, я точку сейчас заберу. Сейчас я попробую слева обойти их с тылу. У меня танк побыстрее едет.
Пиздец, блядь. Отлично. Один остался. Витек добил, да? Добил, конечно, добил. Че, оставлять что ли? Я серьезно в печорах. Ура, победа. Ну что еще? Команда хорошо сыграла, почти у всех по косарю. Да, один там тигр. Ну тоже нормально, нормально. Ну, Тигр, да. Ну, я считаю, как бы нормально команда вообще разыграла. У них шпик, он с нулем назад шел. Кто пойдет, говорит, во взвод, 5-6 левел техники? Нет, спасибо. Чё ты? Так, ну чё, на чем? Так, на 44-очках, давай. Тебе все равно же качать надо. Мне, да. Давай покурим. Ну давай. Илюха, у меня тут вообще аврал сегодня. Мне все хотят поиграть в взводе. Как бы ты не один. Играй, пока я покурю с ним. Вот. Брат. Вот. Да там же надо несколько, что одну катку. Ага. Не, я думал, ты можешь как подписчик. Да я вчера с ним играл. Надо это, смотришь же Глафи? Я Глафи сейчас не особо, я ДВС больше. Ну, я ДВС тоже смотрю, но я тут все Глафи, короче, вот он вообще, ну, понятно, у него там, блядь, 600 тысяч подписчиков, около 600. Вот, так, конечно, он чисто за бабки играет в возводах. Ну он, я не знаю, ну да, ему там как это, там договариваешься в этом. В группе там, Да, да, да. в группе пишут, там, короче, как-то это... Вот, он по очереди, там, например, 10 человек. Ну сейчас я покурю, да, приду. Илюха, давай попозже, окей? Ну, давай тоже тогда. Илюха, ты подписан на группу мою ВКонтакте? Нет, у меня нету ВК. Понятно. То бишь ты без десятки выкати. Нет у меня десяток. Фредер. У меня девятка только. Мне в этом году 10 лет. Хера себе.
У меня танков райдер вообще мало. Вот. 9, Т-54 Sentinel. Первый, ладно, мы не будем считать. Леопард, ВК-28, Шпик, Т-34-85, Т-44, Черчилль, класс. ИС-3, Су-100 и Тайп Т-34. Я в эфире. Я в эфире. Да, сейчас. Я задам вот так, я задал вопрос, что мне купить, МТ-25 или Т-34-85. Чего купить? Ну, пишут тут в ютубе, я так задам вопрос, что мне купить, МТ-25 или Т-34-85. А смотря, что ему больше нравится, легкие танки или СТшки? Ну, МТ-25 как бы неплохой танчик, я не спорю. Вроде барабан, да, идет? Барабанщик, да. Да. Потом ТТБ, он скоростной очень. Ну, у него броня такая, как бы, есть специфическая. Т-54 облегченка. Ну, я бы сказал, на 44 больше космичка. Вот так. 43-й тоже Т-43 неплохой танк. Ну, не знаю, я бы из этих, я бы лучше взял бы Т-34-85 бы, как бы. Ну, по мне, да, я прошел просто вечером на этом аккаунте у меня, как бы, я через 44-ку иду, а на том аккаунте у меня предыдущенка. Я через ЛТТБ шел. Вот с тобой же тогда и катались-то, когда я на этом Ну, тогда. Я же на ЛТТБшке гонял. Ну, так, специфически, да. Кому как, что больше нравится, СТшки по это или без брони, но расстрелки такие, блин. Бери Т-34-85 и все. Да, мне тоже так кажется, что проще играть. И не парься нах. Те. Третий, как бы, танчик тоже не Потом после Т-43 будешь на Т-44, потом на Т-54 и на Обл 140. там уже в зависимости, кто что хочет, может Т-62А. О, Фаус сегодня вообще редко. Все говорят, лучше объект 140. Но мне еще на него копить и копить, блядь. На 10-е. Не тебе одному. Видел сейчас этот... как ее... КВ-5, блядь. Да, рекламация. Пиздец, там, блядь, турмашина, блядь. Ну он бронированный. А как получить синие танки? А это эти, как они, коллекционные. Коллекционные? Это не премиум техника, а коллекционная. От, сука, отъезжает, а? О, блядь, на 640 дали мне оттуда. А, там по-любому ПТ. Или это, бачат, сука. Как не пробито-то, блядь? А, на 305 дал ему, на.
Бля, Олегович. Я хотел его это, тараном на. Ну извини, не успел. Не, ну я бы себе бы это тоже урону бы нанес. Наши гасят наши. Блять, рикошеты одни, блять. Окей, ладно. Вы так, а я вот так сейчас. Пау, блядь, скрылся, уебать. Пизда, сейчас меня в ангар заберет. Нет, Да я не успел, блядь. Сука, этот гараж ебаный подпер меня. Хорошо, горим, блядь. Давай легайся, гаси его нахуй за меня, блядь. Крути, крути, крути. О. Отлично. думал, я его не закручу. Заднеприводный, блядь. Так. Давай, семерочки. Да. Ты опять наш Пикоска? Так, а у меня единственный танк 7 шпик. Да, я откуда знаю. У меня ж не нарисованы какие-то там. Ну, скажешь. Как тебе сказали, это танки коллекционные. Синие. Да, это даже не премиум техника, это вот их переводят в коллекционную. Они если изначально есть, если их нет, уже не судьба. Может, конечно, потом какие-то переведут еще. Это вот не надо технику продавать или что-то такое. Половина песочных танков, которые были раньше, коллекционные. Так, поехали, наверное, в город, блядь. Город? Да. Дракула, потому что это дурачок, поехал туда. Мне кажется, что сейчас все в городе будут. Ты свети, а там посмотрим. Вот один квас есть. Да, я ему сейчас буду малость пору. Вот сука, а. Мимо.
Такая перестрелка, короче. Давно нет. А, какая ебучая, блядь. Там еще вроде был, да? Там, да, сбоку еще это, стоит, что ли. 49 переходичек. Давай, кашка, добивай его. Молодец еще. Видите, или ты его добей, это молодец. Точку цель, просто Игорь, блядь. Давай его, он всегда смотрит включать. Еще, не успеешь, еще выстрел. Добей, попади. Все, на точку С там где-то оставь. Точку Б займи. Вон там, М6, а его убрали. Вон сзади. Блять. Блять, он, видишь, не в засвете был, блять, херово. Он только появился, а уже что толку против 152-й. Это картон. Для меня, это я для него, блять, просто. Да ёпти, это чё, он так и будет всех расстреливать, блядь. Вот Су-100 едет разбираться, типа, сейчас. На, чтобы ты помог, блядь. А если он даже не собирается, он вообще он спрятался за горку, блять. Точки, ну, блядь. Красавчик. Да он быстрее, сучка, зарядится. Давай, давай, родная. Я же сказал, Пиздец, блять. Еще что, типа, еще. Типа. сейчас на точку станем еще быстрее. Близко почти вовремя. Давай, давай, родной, точку займи. На точку, блять. Ой, блядь. Точку займи, блядь. Что творят, я хуй знает. Блядь, да ебать, Пиздец. блядь. Ну все, пизда. Какой отморозок, блядь. Так, это кто у нас из, да? Короче, дис ему нахуй. Да, да. Придурок, блядь. Так, не так. Бездействие в бою, блядь. Придурок, блядь. Стрелял где-то, стрелял, блядь. Уперся, блядь. Нахуй там. Давай. Восьмерки. Так, а чё ты на семерках не хочешь? А? Семерку больше не хочешь? Ничего. Так не, ну давай еще на семерочку. У меня еще 10, 12, еще 13 тысяч надо. Не, у меня есть еще свободного опыта 28 тысяч. Но я не хочу их тратить. Хрена себе. Но. Так, что мы сейчас с этим смотрим? Ну да, избы 122-44 было бы вообще ништяк было. Блядь.
Каку. Каку. Уанкака. Кака. Так, тебе надо туда, надо вниз, влево езжать туда, да? Точки А туда поеду. Давай, а я туда поеду сейчас. Вон, Рушка пусть едет, светит сейчас, и я с ней туда. А ты вон куда-нибудь сюда в кусты встань сейчас. Ну так вы светите, а я буду отсюда долбить. Сейчас я аккуратненько тут вдоль стеночки. Они наверху там. Вон есть. Они что, все наверху, блядь? Я в той стороне. Один внизу, блядь. Вот вижу. Вот сука. Ой-ой-ой. Выстрела не произвел. Но. Да я по ходу дела сейчас в ангар с нулем уйду. Ай, сука ты, блядь, а? Вот зачем ты так делаешь, чувак? Красава вообще. Я на перезарядке ведь. Ага. Блин. Ну нормально, нормально его. Все, точку взял, едем дальше. На. Опа, сзади едет, прется. Там, смотрите, сами, да. Я хоть еще на КВшке стрелять, это Ух. Т-28, блять, опасный чел, слышь? то Биби пизда, да. А, Рушич, молодец, бля. Биби пизда, говорит. А, блять, промазал, да? Витя, я всего 3 выстрела сделал. Мне из 3 чуваков забрал. Вот это фугасница, блядь. По 600 Нормально, нормально. 3 выстрела. Сейчас, подожди, я посмотрю детально даже. Да, прямых попаданий и пробитий. 3 из 3 произведено выстрела. Заебись, да? Вот это фугасница, блядь. Хм. Это в задницу летает. Так, произведено выстрелов 3. Нанесено урона 2000. Получено попадание 1, блядь. Ха-ха. Нормально вообще. Так я что и говорю, да, вот 3 выстрела, 2 косаря урона, и 3 чуваков с 3 выстрелами. Не, вот эта, бля, сушка вообще классная вещь. Как и этот, КВ-2, это бревномет. Так, чё, на чем? Давай еще разок сейчас. Чё, Семерочка? на 7, но что-то в раш вошел. Давай, я пойду. Расстрелочка. Пусть поменьше альфа там просто. О, шпик у них, 49-ка, вот тоже не надо было Так. Ну я сейчас прямо вот туда поеду наверх, так, точки Б светану. Так, а у нас что из техники? Мы с тобой только Пантер, не желательно, надо прямо на точку Б ехать. Целый очень интересно.
сказал, а сам поехал. Так не, я же сказал, что я сюда поеду с... Про тебя, я про себя, я говорю, сказал туда не ехать, а сам попёрся. Получу, блядь. Блядь, хорошо стоят. Это не чешуя, это причём. Ух, нормально дал. Ебаный, блядь. Что там, справляешься, Олег? А, он, блядь, я думал, он украсился, а он его просто добили. Скоро в девятку замочи сначала. Да тут вон, блядь. А он, да, ты попадай, главное, что он, главное, он все стрельнет. Тут мало. А, тут еще есть. С отвесом вот, вторая пантера, вот, я два выстрела, и забрал. Если только не промажешь двумя выстрелами. Сейчас, если это приедет, я все куда-то жопу. Вон он наверху. Лучше девятку начать. Да, пиздец, на. Ой, у нас снайпера такие. Держи плюху, сейчас еще одна будет. Мочи! Ой, и сам получишь. О, ПВшка, еле живая. Мгм. Тоже еле. Один КВ-4 Да все, он в ангар. Я думал, 49-ка этот, с такой пушкой, а она нифига. Вообще Илюха попозже. Так, ну чё, ну чё, ну чё. так я не знаю. Так, ну давай на Т-44. Мне его качать, шпика тебе качать, так что. Так, давай будем это, как бы чередовать. Ох, у них тоже есть ЧВшка. Они по-любому сейчас на С поедут. Перестреляем мы их или нет? Раз преимущество в этом. Я не просто. По-любому на С точку зашли. Упарываться не будем, короче. Да, сильно так переться.
Блять. УВНа не хватает, сука. Я уже не кликал, 152 еще на клике. Ну вот, аккуратно, тут и 6 еще, блять. Дали. Угу. Сушка пусть там стоит, надо этим помогать. Блять. И на центр только не лезь. Отлично. О. Ко мне ИС едет. Не едет, стоит. Отлично. Там где-то стал вон еще. Да, блядь, да чё я тут все мажу-то нахуй, а? Чё не пробивает-то его, блядь? Блядь. Нормально раскатали. Главное эту птичку сразу оставить спокойно, надо было просто тяжело брать, а то она там вдалеке так и стояла. Угу. 3 косаря урона. Нормально. Я там уничтожил 11 единиц противника. Ничего, хорошо, надо открыть. Бабки, бабки сыпятся, бабки с неба сыпятся. Бабулеты. Бабулеты сыпятся вообще. Так, хранилище. А? Покурим, наверное. Давай. Ну, еще 10 боев, у меня будет 4200 боев. Оу. Так, у меня, сейчас скажу, у меня 4263 боя, это 44,75%. Я на этом, на 44-ке у меня, да, уже ведь первой степени этой классности этих 7 штук, а мастер еще ни одного не дали. Я не знаю, что там уже писать им, что ли, наши. Мастера. Я не помню, почему. Сентинели аж на 2. А, на сушке 3. Ладно, сейчас покурю. Давай, ну я тоже сейчас покурю. Семерочка хватов, да? На семерках, да, сразу на... Я сейчас поставлю. О, Шпиковского.
Ян Фокс, привет. Ау, ты где? Я здесь, где я могу быть еще? Я курю. Перекур. Ян Фокс, попозже, у меня просто уже очередь выстроилась. Возьмут поиграть тут уже. Никого нету, и один я. Чего? Ты же не только на ютубе, у меня же еще и на твиче идет стрим. И ВКонтакте. Сейчас.
Так, ну чё, Олегович, я тут. Я тоже. Внимание, опасность, звонит отец, тебе капец. А. Там много серебра на аккаунте? Нет, 152 тысячи. 152. Да я тратил, я это, оборудку покупал на Т-54. Я вот нафармил оборудку. У меня сейчас пока 2 ляма 600. Не могу это себе купить. Ну-ка, у меня... Сейчас посмотрю. Ну да, у меня на Т все на 9 везде полностью оборудка. Чё, погнали на 7. Что там написал? А? Так, ну я на точку Б туда сейчас светить. Где туда ломанулись? О, а у них там глаза. Выскочил. Хуя себе ружка охуевшая, бля, а. Я-то Легася вылетел туда, на. Ха-ха. Да, я только вот взял. Бля, тут... Вниз съедь туда. Я там сзади уже тебя подбираю. Закройте локацию. Бульдозер разберите сразу. Бах. Готов. Бульдога одного разберите. Не, туда выезжаю. А вот он. Там второй еще бульдозер. Блять! Да там его сейчас заберут. А вот еще один бульдозер. На. Блять, перезарядка, сука. КД. Ох ты. Бля, ну вот так бы сейчас. Сейчас исчезнет, блядь. Шел бы ты туда, блядь. Вот там, внизу, сушка. Супер лучше. А тут есть из, блять. Добили его. Добили. Ты обижайся, правильно так и делай. Блять. Надо было Снаряд ехал. на опережение было ёбнуть на. Там он не сам прихватил его. Смотри, наверху першик был, брат. Его пробить тяжело.
Пробили. Ну я тоже пробил, дал ему. Вон иса третьего забери. Молодец. А скорострельные аккуратно. Угас засадил. Вас двое осталось. На тебя палец, сейчас уже подъедет. О, еще выстрел, выйди, давай. Прицелься только. Красавчик. Красавчик, за двоих отдулся в этот раз. Да-да-да. Так, сейчас, погодьте. Бля, что за хуйня-то? Так, сейчас уже, Олегович. Сию минуту. Что какой-то у меня рестрим-чат что-то вообще залагал. О. Интересно, блядь. А, все, во, появилось. Все, погнали. Пока это есть прям на 9 часов уже заканчивается. Час остался, надо успеть набить, блядь, 93 кэса нашел. Знаешь, что я сейчас делаю? Я сегодня делал это. Я вот на эту гору, да. Буду подташить нахуй. Сейчас только разгон возьму, блядь. А чё, сегодня я туда заезжал, блядь, нормально накидал оттуда сверху так. Блять ты, сучка, не сюда. А, на попасю, да ебаный, блядь. Пока я сейчас тут пытаюсь, короче, сейчас всех убьют. Ебаный першин, блядь. Раунд Персон, здравствуйте, привет.
Что у вас там? Война в Крыму, блядь. Все забрали, на. Да, у меня уже какой-нибудь. Да. Выезжай, 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 блядь. Так он точку занимает, что выезжай. Вот вы тут по воду. Да я постою, на. А тебе туда лучше не пихаться. Как дела? Да нормально дела, у тебя как раунд. Раунд. Сейчас он будет выезжать. Ну еще хрен толком пробьешь этого, блядь. Сука, перша только в бочину или в задницу, на эти экраны на башке, блядь. Приятно. Его заранее застреливать. Так я его это... Заведишься, блядь. Ай, Лёва успел. Ну что, нормально я накидал с одного места, блядь. Еще одного забрал, блядь. Ха-ха. Ну нормально, 1700. Я тоже посадил. Так, сейчас нет. Нет, точно. Что надо Нету. сделать? Время у нас... О, что я только сказал про время, типа, блядь, что, а уже и время полетело, блядь. Что, все? Я закончился? Что ли? Чего, нет, 1 час 39 минут еще. А что ты говоришь время? Не, я вообще поговорю про время, говорю, тогда, типа, 3 часа было, говорю, что-то время медленно тянется. Сейчас смотрю, уже 17 минут 5-го, блядь. Всё понятно. Ага. Ну чё, Ща, давай, давай. Еще червончик набить. Надо вот за 1,5 часа червончик наколотить. на шпике? Да, и все, и можно потом уже фармить серебро. У меня есть на сутки еще прем-аккаунт сегодня получил. Ну, Давай в задачах мне выпал. я понял. Мне так ни хрена не выпадает. Премиум никак не было. Сейчас у меня эти кончатся. Бустеры кредитов осталось. Ага. 17 боев. Пиздец, блядь. Буду я в минусы играть. Торпедоносцем, блядь. Техника зверь. Техника вообще, блядь. Огонь. 3 выстрела, блядь. Но опять же, надо же, блядь, правильно, надо уметь играть еще. Ну у нее зато круг разбросывает этой сушкой. Илюха, а тебе что, одному не играется, что ли? Ты обязательно в взводе играть хочешь? Так, что, едем туда. Прямо нахуй. А тут это ты, да, тебе этот прямо... Я с вами еду. Давай мы сейчас вот это бы... А, вот это бы, блядь. Я тебя прикрывать еду. Да, я буду сейчас вытаскивать их. Пытаться на себя. А ты будешь их... Уже на точке есть. Вот, все, одна есть. Олегович, ты где?
Олег сзади! А, у тебя там вообще, да? Ну все, пиздарики мне нахуй. А, блядь, не получилось, короче, это, ну ладно. Это, мне скучно одному, а в возводе весело. Так у тебя что, в возводе не с кем поиграть, что ли? Пойдем сразу в ангар тут смотреть на восьмерке. Пока они там доигрывают, проиграют, проиграют. Неужели у тебя в друзьях никого нету? Я готов, я готов, я готов, я готов. Я как у Васи. Чирик, чирик, чирик. Точку С. Тогда эти тяжи пусть туда едут на... Надо только быстро рашить по С и помогать нашим. Ой, бля, нихуя он мне дал, сука. Все, отлично, спасибо. Помог. Так, там где-то еще, да, вдалеке был. Не за что, Витек. Вот, Понятно, броня не пробита, она. Вон с Илюхой здесь играю. Илья с Ильей. Ну все, теперь этим рашим. Чирик. На 305 нах. На 208. Ну, Роме привет передавай, раз он рядом. Давай, ты с одной стороны, я с тобой сейчас увижу. Смотри. Давай. Бля, тут еще один из подъехал. Одного сначала. Так, второго подтягивать. Да ну нахуй, как так? Нахуй на него, короче. Все, вот и все. Свита, блядь. А почему нас трое, если нас двое? Почему? Это магия, да. Хм. А там поражение. Поражение, поражение. Одни поражения. Слушайте поражение. Тут победа, а там поражение.
Чё это камикадзе? Задача-то есть у меня. Уничтожишь 5 единиц техники в режиме встречный бой. Но. Что, камикадзе, что ли, мне больше полкоманды за стрелять будет. Не знаю, я его прошел как-то, блядь, нихуй знает. Совсем какая-то боевая задача. Колнач. Стрелять надо. 5 человек это из 7. Надо самому застрелить, чтобы боевую задачу Угу. рейтинговые бои. Я и на них внимание, какие заканчиваются. Тогда я так играл херался, блядь, все задачи прошел, блядь. Даже не заморачивался. Интернет прыгает. Интернет ушел. Интернешнл. Объединением сервера установлен. Так. Чё ты в игре? Давай пока часок отдохну, потом еще поиграем. Хорошо? Поиграем. Все, давай, хорошо, Легач. Я тебе ВКонтакте напишу, как там погоняем еще. Ага, хорошо. Давай. Давай, ну. Сорян, но он вышел. Он вышел. Так. Сейчас я офнусь. А давай на 5-е выкатим на пару. Не, 6-е. Давай.
Вон с Илюхой Михеевым. Сыграй в возводе. Илюха, я же не могу разорваться. На всех. Я же не виноват, что тут 2 человека только в взвод можно. Да, хер полезу туда на него. Сват, сори, пока я там это разбирался, это, блядь, так чуть-чуть не успел подъехать.
Так.
Пиздец, меня как футбольный мячик, блядь, гоняет тут по полю нахуй. Туда-сюда, туда-сюда, блядь. Вот сука. Чуть. Сейчас я...
И тебя выцепила, сучка. Чё за хер? Чё за хуйня? Стрим лагает. Не знаю, не знаю. У меня вроде нормально показывает все. Я думал, третью катку возьмем сейчас. Я тебя смотрю. Ну чё, как? Нормально стрим идет? Что-то пишет, говорит, стрим лагает. Ух. Хуюшки, да? О, промазала, блядь. Но ты будешь упорото, если ты сейчас вылезешь. 152. О, бля, нихуя себе. Так. Вы мне все светите, блядь. Что он сделал не так? А ты куда, сука, побежал сразу, да? Хвост поджал. Ну все, добивайте АМХ СДС, блять, этот ебаный. Нет,
Нет. Нет. Неужели? Спасибо. Отлично, вообще отлично. Они тут все. Они тут все. Суки, а. Да, что напоследок дам, блядь. Но тут уже без вариантов было. Надо было всем туда ехать. Но тут не подугадаешь исход боя. Кто как, куда поедет. Вот. Может бы поехали туда, туда бы никто не приехал. Приехали бы вот сюда бы на точку Б, С. Ой, А. Вот. А все уперлись, поехали на С. Справа, справа, братан, справа. Разворачивай пукан свой. Так. Поражение. СНХ поражение, блядь. Это со стрима кто-то? Да. Да, Ариун. Ариурн. Со стрима. Но он уже давно уже у меня подписан. Ну, на Твиче. Фолловер с Твича. Уже давненько как бы играем.
Так, что-то, короче, тут вообще никого нету. Ух ты, блядь, нету никого. Есть, есть, есть. Видите, фугасом дам. А чё так мало-то, блядь? Вот они и есть, хорошо, блядь. Ах ты, блядь, пинцет ебаный, подъехал тут еще один. Вот зря я поехал, перся туда и слился, блядь. В ангар. В ангар пошел. Чё, сват, все, да? Походу все. Кто там на очереди был? Блядь, Илюха, ты это... Какие у тебя танки-то? Седьмые. Короче, давай на седьмые, шестые. Давай на седьмых. Мне осталось час. Ты дождался своего времени. Седьмой бери. Короче, еще 8 тысяч надо колотить. Ты берешь седьмой? Ладно, давай катку на шестых. Что-то мне стримчат вообще не показывает, что у нас кто-то есть на стриме. Походу тут слив будет. 2 ПТ, блядь. Даже 3. Сука, ВН не хватает, блядь. Могла бы так пушка так оба нахуй. Дугой наклониться, блядь. Давай. Сука. Все, я ухожу отсюда.
Горишь, бля. Давай в ангар на 7-х. Ну, бери 7-й. Неужели? Что мы сегодня наберем до 200 фолловеров на Твиче? Интересно. Что, все в город поехали? Блять. Понятно, все, город. Убей ее, блядь. Илюха, ты чё, слился? Как так быстро ты?
Куда ты, блядь, поехал-то? А, сука, видит, куда я еду, туда он, блядь. Сука. Сука. Давай, в ангар, Илюха, в ангар. Илюха. Бери шестерку. Так, подожди. Поехали за орехами. Ой, блядь. Гори, 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 гори. Ништяк. Подуть еще, чтобы он разгорелся. Всё, нормально. Давай, едем дальше. Что там, КВ второй? У тебя пока не горит? Что там? Илюха. Еще живой? Красавчик вообще, Илюха ты. Оставьте мне СУП 152.
Спасибо. Ну, 430, нормально. Стой, 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 вот так. Отлично. Как доктор прописал, блин. Что у нас там дальше? Слово. 30. Все, давай сейчас этот бой, потом на семерках мне надо добить, короче, пока идет этот прем-аккаунт, осталось 40 минут. Мне надо на шпике добрать до 93 тысяч. Сука, воин. Угу. Сука. Пиздец, по очкам, бля. Ну чё, точки-то никто не?
Свет дайте. Блять. Игру перезагрузим. Что-то вообще, блядь. Так.
Мечтаешь написать книгу, организовать выставку, накопить на новый фотоаппарат или запустить собственный проект? Теперь ты можешь собрать средства на любые цели прямо ВКонтакте. Зачем идти куда-то еще, если все твои друзья и подписчики уже здесь? Просто расскажи о своей идее, задай необходимую сумму и поделись на личной странице или в сообществе. Смотри подробную инструкцию в паблике ВКонтакте с авторами в разделе «Ссылки». The summer's calling. The summer's calling. If the kingdom's overthrown, meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you in every way. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. As we wait for the smoke to clear and we watch our dreams appear, I know that we can rise together. This vision that we share is ours. Together we can touch the stars. I know that we will see December. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you in every way. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Summer's calling. Есть одно но, меня сейчас отъебут. Я бы...
один поехал? Ну, осталось 20 минут, надо. Свет дали. Что музыка громко ебашит, да? Самолет.
Ну добивай его, братан.
Вот и все. Двенадцать минут осталось. Сука. Пиздец, опять все сливает, да? Блять. Пизду. Хули.
Он-то не простреливается, блядь. О, блядь. Мистер Азазели, привет, мистер. Сейчас. Да подождите вы, блядь, долбите меня, нахуй. Пиздец. Сука, пока развернешься, этот пукан, блядь. Есть шестого. Давай возвод.
Сейчас подожди, я сейчас сыграю еще на шпике. Добавляется Фроу 2014. Пидораса. Сам виноват, уперся, блядь. Что на шестых? Давай. КВ, да, туда встанет сейчас.
Как думаешь, выиграем? Да, хз знает, не знаю, постараемся. Все зависит от тиммейтов наших. Что, выйдет, не? Или будет там стоять упорото? Ты как, Рид, привет. Ну, выйди. Хуй, да? Блять. Низко взял. О, блять. Кого второй рядом? Сука, еще этот едет, да? Ну давай, блядь. Пиздец. Давно, ну как тебе сказать, давно. 16-го года, ну, я очень много не играл. Из-за работы я работал вахтами 2 года. Вот, изредка так заходил. А дела нормально. Фит Повар, привет от хомяка. Привет, Фит. Хомки, большое благодарное спасибо. Иван Кабан, привет. Оурейт, да, Оурейт от Хомки. Хомка красавчик вообще. У меня нет столько подписчиков, как у Хомки, чтобы делать рейды, блин. Я бы тоже бы сделал рейды, был. Подписота пригнала. Что, затащили, да? Ой, блядь. Сейчас. Вот тебе. Мне этот стримчат, блядь. Что сегодня вообще лагает. Страшного. Влад Брыкалин. Привет, Влад. Ша. ДК Крут, да? Что-то мертвый, он World of Tank Blitz и мальчик.
Что еще? Так, подожди, давай. А, ну давай, в принципе, похуй. Поехали на ПТХах. КВ-2 возьму. У меня нет КВ-2. Можешь просто СП Кэп Даня. Даня, да? Не, у меня был КВ-2, ну, блять, я его, не знаю, на нем не мог ездить, но, короче, я его продал. Не, его купить можно, как бы, без проблем обратно. Да. Но у меня он не зашел, реально. Кто-то умеет играть на нем, блин. Ну я сколько раз пытался вообще, это, блин. У меня, короче, терпения не хватает. Меня начинает бомбить, блядь. Куда я поехал? Куда я поехал, блядь? Ты чувак, ты, блядь. Да пиздец, меня как футбольный мячик, блядь. Туда-сюда, блядь, пинают, нахуй. Поехали сейчас сюда, нахуй. Пока я не в засвете. Ай, сука. Влад Бракалин. От души, Влад. Спасибо большое. Тихо, тихо. О, большой дядя едет. Отходим. Бля, что у меня? Пинг, блядь. Рикошет? Как рикошет, блядь? Блядь, Жора, ты вообще не в пизду, не в Красную Армию, блядь. Почему решил пойти в танки? Да хз знает. Нравится играть в танки, пиздец. Мы проиграем, конечно. Уже проиграли. Не, ну почему я не только в танки играю, играю и ЕТС 2, PUBG Mobile играю. Ну, бывает изредка в CSGO. Не, давай я вместо этого возьму, знаешь, что, блядь. Класса, блядь. Безумно это. Сушка. Бля, туда долго ехать, пусть разбирается, и все плохо. Да вообще как все плохо, мистер Азазали. Настало время послушать про чекбэк. Это как кэшбэк, только надо сканировать чеки. Открываем приложение ВКонтакте, набираем в поиске чекбэк и сканируем чек из оплаченного магазина. Все, деньги зачислены на счет. Чекбэк.
Да херня по статистике. Сразу скажу, меньше, чем у Хомки. Вот, блин, да. Пиздец. Мороженое за 0,48 копеек. Не, ну вот, пожалуйста, смотрите статистику. Что тут смотреть? 44,76, 4289 боев. Я как бы не задрачиваюсь на эту статистику, как бы, блядь, жопу не рву. Я играю, как бы, в свое удовольствие, блядь, но от этого пытаюсь еще что-то тащить, пытаюсь. Ай, блядь, а шестое, ну. Так, на что я возьму? Давай-ка я возьму, блядь, вот это шестое, ну. Что эти тяжи вообще, блядь. Я просто выбил 100 Y. В ящике, да? Мистер Азазели. Выпал. Что-то никого не видать, на. Значит, сюда все никто не поехал, сказал, все не поехали сюда, на. Вот, блядь, далеко стоит. Назад. Ну. Бля, мы тут вдвоем, мы сейчас тут упоримся. А, нет, троем. Ну, ладно. Пиздец, нахуй, пиздец.
А, пизды получили, теперь съебываем, да? Ну нихуя, блядь. Стоим до последнего, нахуй. Сколько этих архаровцев? Двое, да? Блять, промахнулся. Вот сейчас бы еще было бы А, все, добрались. Ништяк. С 18 хп, блядь. Еще где-то один. Ну где-то вот здесь прячется, да, вот там. Блядь. Вот она, говоришь, там, блядь. Ух, ебать мне повезло. Давай еще попробуем на сушке. Не, на сегодня что-то на сушке заходило с утречка бы. Задачи выполнял 5, 6, 7 раз. Короче, там было 5, но я 7 раз. На какой топ идешь? Ну, так. На сушке на 152 иду. На шпике, блядь. Шпик. Наружку. Так, поехали вот сюда. Чувак, чита, дрита. Ну, бля, ну. Успеть перехватить кого-нибудь. Я понимаю, что мне здесь делать нехуй. Да? Удивительно.
Вот сука. Да блять. Да, конечно, не против. Гори, гори, гори. Гори, 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 блять. Блять. Блять, меня это калит нахуй. Маша бомбить начнет, блять. Пиздец. Так. Ой, блядь. Так, мистер Азазели. Я пока все, сейчас играю с ДК Крут, окей? На девятках? Бля, серьезно, серьезно. Ну давай. Что у нас там по времени? Уже 7 час. Думаю, блин, уже надо скоро заканчивать. Да. С 10 утра. Стримлю.
Блять, куда въебал, хуй знает. Сука, Вена не хватает, блядь. Бля, мне с тобой, наверное, упарываться на него. Пусть бы выкатился, да. Не прожей за собой за пару боев сыграю. Чё там, блять? Чё там, пятый, да? Пятый. Подожди. Так, ну что, возьму, давай. Черчилля возьму. Сука, изжога, блядь. Заебал. Да, заебал. Так, чё, куда будем упарываться? В город? Ну, все в этот... В поселок поехали, блядь. Поселок, где растут пальмы. Рикошет. Бля, такое ощущение, что этот танк, я с этим танком вообще пробить нихуя никого не могу, блядь.
Ну нахуй. Да ну нахуй. Неужели я пробил кого-то, блядь? Блять, камень, я думал уже выйду, ёбну, да? Да ёбну я камень нахуй. Бля, ну чё мне так здесь лагает? Ну давайте, выехали, взяли его нахуй, разули, блядь. Чё вы, блядь, дрочите-то, блядь? Ага. Да ну нахуй. Сука, куда ему стрельнуть-то, блядь? Матильда, давай уезжай. Уж не поеду, долго ехать. Чё? Круто. Круто, круто, да. Да пока я на этом Черчилле, блядь, набью, чё-то это пиздец, оно. Вообще жопа. Что нам, конечно, на шпике надо добить? Еще 4 кэса. Нет, 3 кэса. 3 с копейками. Ладно, сейчас я вернусь. Ай-яй-яй.
Так. Да как круто. Если ты здесь, то спасибо тебе за игру. Норм играешь. Вот. Так. Что просто закачаешься. Привет от Хома. Иван Кабан, спасибо, дорогой. Лайк тебе от хомяка. Хома, если ты это читаешь, я останусь в этой тянке, она и правда топ. Сука. А, засранец. Вот реально засранец. Давай, дядька, тащи. Он, кстати, никакой. Да, слушай, ты же ебашишь. Значит, он неплох в стоке. Так, я так понимаю, все пацаны там зависли, да, уже? Так, все вернулись ко мне. Алло, быстренько давайте. Где мой актив? Пацаны, вернитесь. Я скучаю. О, малая. Вырубили электро, тупые мужики. Так, всем привет, Хонг, спасибо за рейд. Витька, спасибо, что залетел, братан. Ты как там, с обратным рейдом или как? Спасибо за игру, братиш. Я пошел. Еще скатаю. Малая, я ждал тебя. Ой, зря ты их отправил. Да, я тоже уже думаю, зря я их отправил туда. Здесь что такое капс? А большими буквами не пиши просто. Ну, пацаны, с меня палец вверх. Спасибо, Витька. Если ты приведешь еще и одного подписчика ко мне, я тебе вообще заобнимаю, сердечко тебе сделаю на весь экран хоть. Хочешь? Ну не на весь экран, но в пределах вот, где у меня вебка, сейчас я посмотрю. Сейчас, примерно вот под размер вот этой вот камеры, понимаешь? Чуешь, да? Я всех выгнал, у меня никого нету. Блин. Жалко. Но спасибо, что сам залетел. Удачи тебе на полях сражений. Сегодня уже повстречался с одним из своих знакомых стримеров в рандоме. Там тоже такой бой был эпичный. Просто разъебали противников. Просто разъебали. Ай, больно. А чё ты всех выгнал, Витя? Чё, вернулись от топ-тянки, засранцы? Ни хрена там снаряд влево улетел. Фрон, дядь, не бреши, я сижу. Мороженое красава. Ушли все. Да как все ушли? Вон мороженое сидит у тебя. Все ушли, все ушли. Говори Так, мне я тут тут... фигню, что никто не сидит. Тебя спалили. Давай, малая, тащи. Ты у нас статист, не я. Я поехал с ним за Епси помогу.
Мороженое за 0,48 копеек. Ну, сорян, но я же не вижу, кто у меня сидит на канале. Вот. Так, я тут снова, короче, ой, поставил лайк, короче, от тебя там. Спасибо, братишка, спасибо, ты лучший. Блядь. Для тебя у меня фугас припасен. Дайте воина ТЗ. Чего? Я просто на 7 стримах одновременно. Блин, хера ты гангстер. У тебя это голова еще не поехала от 7 стримов сразу. Пока нет, но скоро еще поедет. Блин, ну это вообще мороженое, это, блин. Я не знаю, у меня бы это... Меня бы бомбить начало бы, блядь. Я понимаю, 2-3 я могу еще максимум, на 7 сидеть, это вообще жесть. Стальные нервы у тебя, блядь, однако. Так. Бомбить? Для чего, если я смотрю только интересные стримы, а на остальные для массовки? Понятно, понятно. Создаешь численность, да? Красавчик. Я сейчас шпика качаю на этого, наружку. Ну и потихоньку эту из 100 на 152. 49. Бля, в принципе, у меня здесь все равно серебра не хватает, надо, блядь, серебра будет нафармить, блядь. Это потом. 2 дня отработаю.
Опа, что-то я у Толяна сейчас спрошу кое-что. Это Panic at the Disco. Играет там. Нет, это Panic at the Disco. Мне вот эта песня нравится. Стенка на стенку. Что? Погода как раз для стрима, кстати. Да, погода говно, можно... Дозор Q. Что, Дозор играет против нас? Да, на ИС-4. Толян, хотел все спросить, когда Певчанского пойдем? Лето начинается, однако. Ну, надо бы. Немцы же не виноваты, что они там родились. Согласен. Зря ты в меня врезался. Надо в развилку гонять. А какая хорошая идея. 3К урона и проигрыш. Раки. Пиво это хорошо, а еще и под мясо. Да-да-да, мясо это вообще... Название клана Дозор на самом деле немножко напрягает. Ощущение, что они эти... админы там вот это вот все танков. Видали, как нам спускаться? Магия Е100, блядь. Так, что у нас по времени? До 8, да? Ну, я думаю, до 8 еще. Постримить и все, надо готовиться завтра к работе. А ты откуль? Откуда? Ну, я живу в Питере, а сам я с Карелии. Да, ну что, потом с нами едет, еще поедет туда, в АЦ. Оттуда, откуда и Хомка. Ой, блядь, вот это пиздец. Хуя он упарывается. Чё
Чувак, чё, отъезжаем, то что, блядь, пизда будет нам. Все, пиздец, надо уже заканчивать стрим, я уже попасть не могу, блядь. О! Ёбаный в рот. Да, короче, это ГБО. Так, да, уперся, уже все. Мороженое уже все пиздецно. Ой, блядь. Так, что у нас тут? Да не, еще я до 8 постримлю. И все. 3-4 я работаю, то бишь 3-4 не будет стримов. Уже 5-6 посмотрим, как там еще. По работе, может, 5 выходной будет. Тогда да, я согласен с тобой. Блять, интересно, есть внизу? Сушка какая-нибудь, сука, стоит там. Угу. По любосу. Блять.
Да, ну я отрабатываю 2 недели и это. Я в ГБР работаю. Ты там мороженое во что играешь? Играешь в танки вообще? Или так чисто на стримах сидишь? Да, боюсь сейчас. Ага, понятно. Поражение. Бля, 2 дня еще отработать, бля. 2 дня. Ну мы туда, наверное, поедем на точке А. Куда-нибудь в уголочек встанем. И будем там стоять. Кустодронить. Ух ты, блядь. А, это пиздец. Это все на. Мне кажется, нельзя по столько по 9, по 10 часов стримить, блять. Это уже все, да. Это уже все. Не, я не вахта. Я раньше вахтой работал в кинотеатрах. Работал вахтами 2 года. Вот, в охране. Ну, можно сказать, там типа как Аэропоп было. Российская антипиратская организация, да. Вот. Короче, выцепляли, короче, чтобы, ну, когда выходит премьера, вот, чтобы съемки не велись. Вот. Не, сейчас я не вахта. И это меня начали по 6-му разряду пихать по 4-му разряду, блять, то бишь. Объекты давать здесь 4-м разрядом, блять. Я устраивался не по 4-му, по 6-му. Погодь, а чё 2 недели, ты что-то уволил? Так, 2 недели отработки мне дали. Вот, до 8 часа у меня отработки. И по зарплате сказали одну сумму, а в итоге, блядь, начали вообще по другой, ну, другую сумму, короче, платить. С нулем. Но это бывает с нулем.
Это не первый. О, я не один с нулем. Просто. Ну хули, один въебал, второй добил. Всё, сейчас я возьму я свою ВКшечку любимую, блядь. Не пойму. Так ты увольняешься или? Да, увольняюсь. Я же говорю, отработка у меня до 8 числа. То бишь мне 2 недели отработки дали. Вот до 8 числа. Ну я написал 24 заявления. С 24 апреля по 8 мая. Вот так. Так надо будет точнее. Блядь, туда ехать упарываться тоже, блядь, я не знаю. А, ну все разворачиваются и пуканы, ладно. Блядь, ребята, вас не поймешь, блядь. То вы едете туда, то резко разворачиваетесь, блядь. Да, блядь, да откуда у вас уже столько нахуй? Я ухожу отсюда, блядь. Если я сейчас успею. С меня, блядь, какая-нибудь. Это пиздец. Вот, так что мороженое вот так. Я хочу покурить, собраться с мыслями. Сейчас камеру офну. Ой. Так-то зачем? Я отработаю, что-то денег заработаю, блядь. У меня как бы там еще отработано. Смен есть. Нормальный аванс. И вот сейчас эти отработки. Как бы... Я знаю, я мог бы пойти, если выйти на больничные, там, 2 недели тупо, блядь, профилонить. Вот потом прийти к ним, отдать больничный, сказать, вот, все, 2 недели, блядь.
Это я тоже знаю, но тут без этого, как его, без стажировки сразу взяли. Я же уже так у себя в городе увольнялся, меня не хотели увольнять, мне говорят, типа, вот 2 недели отрабатываешь, блядь, а мне вот надо было в Питер ехать уже на вахту. Вот. Я говорю, у меня 3 дня, блядь, 4 дня как бы есть, но я не могу 2 недели отработать. У меня начальник, типа, не ебет, все, короче, вот отработки, нахуй, и все, потом мы, типа, уволим тебя, блядь. Она хорошая знакомая, короче, юрист. Я с ней начал общаться, что-то вот, блядь, хотел уволиться, короче, меня, блядь, написал заявление, она говорит, тебя как испытательный срок? Я говорю, да, 2 месяца испытательный срок. Вот. Она говорит, блядь, какие, типа, я устроился, как бы, уже 2-й раз в эту организацию, как бы, блядь. Вот, а потом мне предложили вахтами работать. Я думаю, нахуй я буду за 18 тысяч работать у себя в городе, да, если, блядь, я в Питере, вот, в кинотеатрах за 45 тысяч в месяц. Вот. Она говорит, если у тебя, как его, испытательный срок не закончился, ты имеешь право, блядь, без отработки, то бишь. В течение 3 дней тебя должны рассчитать. Я пришел опять повторно к начальнику. Я говорю, у меня испытательный срок, вот я ему трудовой договор принес, на стол положил, говорю, у меня испытательный срок, тот, блядь, замялся, ну сутки выйдешь, короче, еще вот сейчас отработаешь еще сутки, как бы и все. Там у меня все равно смена стояла, сутки еще. Я говорю, хорошо, сутки отработаю. С таким, знаешь, с недовольной рожей, блядь. Хули. Они, блядь, не любят начальники, когда их начинаешь законами тыкать, блядь. Вот. Просто много мы чего не знаем, законов. Ну, это мы проходили, да. Вот. Много не знаем законов, вот этим и пользуются сейчас. По идее, может и есть какой-то закон, что если я не местный, я вообще не с Питера, я в Карелии прописан, как бы, да, просто здесь, вот, то тоже, как бы, наверное, может, не имели права мне там, типа, я вот не знаю просто законов этих. Блять, М4. Да, блядь, ты что, издеваешься, блядь, что ли? Поеду я нахуй лучше к взводному. Со звоном лучше там, блядь. Пусть они тут упарываются, но. Вот. Давайте я вам свет там. Интересно, никого нету. Либо закон, либо может нет такого закона, что если ты с другого города, типа, что ты не можешь не отрабатывать, я фиг знает. Апа, а я вот здесь точку у вас заберу, а? Можно, да? Пока вы там упарываетесь на железках, но. Ну, видишь, у тебя по-другому вообще, да. Да, мне вообще похуй на отработки. Я Чернобыльскую зону могу не отрабатывать, даже если проработал 5 лет. А по поводу, что ты с другого города, закон для России один. Я вот что и говорю. Что как бы это.
Ой ты, блядь, во сколько тут, а? Сука. У тебя есть Дискорд? Дискорд есть, да, у меня. Здесь уже 44-76. Сейчас. Так, это не то. Ой, блядь. Блять, промахнулся так. Нормально бы сейчас ему прилетела бы альфа. Сука. Тука. Ой, ебать, у меня FPS упал. Как нема такого? Гео, быстрее, быстрее.
Вот сука, не добил его. 27 оставил. Как так не мнимо? Блять, что-то кашей заебал. Ну, я еще полчасика и все, короче, парни. Реально, с 10 утра стримить, блядь, до 8 вечера. 10 часов. Ну, мне было по 13 часов, я. Нормально. Не победы, поражения, победы, поражения. Давай. А ты это нашел меня в этом Дискорде, да? Там что у меня, блядь, рестрим чат вообще тупит, блядь. Еще по жесткому. А, у меня, наверное, это. Сейчас, подожди, у меня Дискорд отключен, походу. Сейчас я звук сделаю, отключу. Блядь, что-то голова уже реально уже трещать начинает, блядь, от этой музыки. Тридцатисемилетний алкаш Алёша. Бля. Да, блядь. Нормально у меня, ничего не нравится. А? Не, я просто играю. Нормально, нормально, Ник. А почему он справедливый? М? Он справедливый, настоящий. Только там не Алёша. Ну, я не Алёша, я вообще-то Юра. А, это просто, чтобы, да, это...
Остальное все правда. 37-летний алкаш Алеша. Ну, Юрий. Понятно, понятно. Выбирай любую технику. Любую, да, вообще без разницы. Давай на, блядь, на 8-х. Выбирай любую. 8-ю. Ну ты танк выбери, дядь. Да я выбрал Т-44. Так я не вижу, что у тебя готов. Все, готово в бой, да? Все. Так. А по поводу работы я тоже твой коллега. Тоже в охране. А, тоже, да, работаешь? А ты откуда сам? Я из Брянской области, город Клинцы. М. Коллеги? Ну да. Я в Москве с 8-го года работаю. А, ты в Москве работаешь? Как, вахтами, да, получается? Что? Ну да. Ну у нас такая, знаешь, работа блатная. Я работаю на банк, короче, банк нанимает, он же банк же не может еще иметь охрану, он нанимает, короче, охрану отдельно. Угу. Еще нанял человечка, а человечек еще нанял нас. Мы, короче, работа, короче, не били лежачего, видишь, я танки играю. С тобой нас так разговариваю. Блять, вообще, блядь, такую работу, наверное, не знаю, 1 на миллион, наверное, бля. Да. И работаем мы, короче. Блять. По сколько работаете? По 3. М. Ну, наш, понимаешь, у нас по 2, короче, недели невыгодно работать. Далеко ехать Угу. до Москвы. Ну, короче, получается, что я 2 работаю, что я 3 работаю. Просто денег поменьше, короче. Вот так вот. Дамажем его. Забирай. Ща. Блять, не пробито. Почему, блядь? Пил прикрою там, сзади коньяк. А, уже забрали. А, вот тут. Суть СТ стрелять, короче, по гуслям, чтобы его загуслить. Угу. Стрелял на и все. Что? Давай, он на КД. Забирай его, он на КД. Ты же можешь... Ага. Так, не вылазь, ты шотный. Да. Ну если бы я тараном бы не стал бы, блядь, валить. Так, отходим, там, короче, я пантера. Отходи, он тебя сейчас выцелит. Там простреленная дырочка есть. А, ну, сколько фишек, блядь. Он же меня выцелил, гад. Много чего не знаю в этих танках, блядь. Ну, вообще, дядя, как сказать честно, ты, короче, упоран. Полян. Я тоже сейчас упоролся на играх. Ну я не знаю, у меня вот, блядь, привычка, вот я не знаю, я вот понимаю, что меня вот сейчас разберут, блядь. Нет, я вот лезу, упарываюсь, блядь. Короче, тут смысл СТшки светить и гусли танк. Чтобы он на гуслях стоял, короче, блин, а другие, ой-ой-ой. А другие его разбирали. Вот и весь смысл СТшки. Да, они на первых флангах, но они же быстрые. Поехали, забираем его. Давай, я жду. Я же подпер его. Блядь. Ё-моё. С вертухана хотел, не, блядь, промахнулся. А, нормально. У СТшек малая вероятность вертушки. Это ПТ, ТТ, у них нормально. Ты просто ради прикола посмотри, как ты его, ангар мой. Да я не ставлю, лайки можешь ставить. Да, я не знаю, уже по привычке. Вот зайди, посмотри мой ангар. Открывай. Так, сейчас. Так. Техника. Ой, ёкарный бабай, блин. Мне... Ты из какого года-то играешь? Уже как вышли танки? Ну, это у меня второй аккаунт. Первый аккаунт был самое начало игры, но мне его забанили. Угу. Это уже с 15-го года аккаунт. Ну ты вот смотри, еще когда выходи, открываешь профиль, там указан внизу самый вот сводка, открой сводку.
Так, сводка на... О, блядь, 102. Зарегистрирован 16.02.2015. Вот, видишь. А до этого, короче, у меня был аккаунт 2014 года. Мне его ВГ забанило. Такие вот. 59 тысяч боев, блядь. Ну, на работе делать скучно, ж нечего. Ну да, Фильмы смотришь, на танки гоняешь. в охране так, да. Ну, ты все равно работаешь, правильно? Нифига не делаешь. Особенно по ночам. Ну да. Если такие посты, вот, блядь, как меня, блядь, наебали, блядь. Сначала устраивался по 6-му разряду в ГБР, блядь. Я это проходил уже не один раз. Но. Не ты такой один. А нахрен мне такая нужна? Чё так? Давай на девяточках. На девятках. Так, давай. Т-54 беру. 59 уровень, да? Угу. Ну, и чтобы, короче, серую не сливать, возьму такой танчик. У меня, видишь, какая фишка? У меня же, короче, зона Чернобыля была. Угу. По закону, короче, мы не можем отрабатывать 2 недели. Нам вообще полагается, короче, 2 недели, как называется, радиационный отпуск. А, о как. Если бы Ладно. я бы работал себя в Брянской области, я бы в любом, короче, месяце в году взял бы 2 недели отгуливать. Ну, вот. Угу. Тогда бы я отрабатывал 2 недели. А так как я, например, работаю в Москве, там, блин, ну, где-нибудь, неважно суть, короче. Ну, не в Брянской области, я по закону не отрабатываю 2 недели. Плюс, короче, я участник боевых действий, то бишь ветеран боевых действий. Я тоже не отрабатываю 2 недели. В этом еще фишка. Ну, короче, ты, как говорится, привилегии нормально. Ну да, Фишинг. я бывший мент, как говорится. Угу. Блять, Работаю УВН не в хватает. милиции. Блин, я его не пробил этого. При полном сведении. Нормально? Это законно. Добивайте его. Ай-яй-яй, уходит. Блять, ушел. Да. Ну ладно, там что-то скажешься прямо что. Вот он. Катит. Привет. Он еще на меня не смотрит. Знаешь, что я на КД, блин. Так, надо, главное, упустить ее. Ой, ты меня убачил. Ну, блядь. А то, что, короче, я в онлайне пишу по-детски, мне прикол. Все думают, что я школьник. Забирайте. Типа школота, да? Да. А когда, короче, выходят на связь, они такие в шоке. Так. Мне надо отходить, там сверху ТВ4 и СТ. Вижу, сейчас я ему дам разок нахуй. На. Ну, что-то я дал. Ну ладно. О, бля, рядышком. Хуй... Опа. Пантера с него вообще дала. Да, он мне дала на 305. Так, надо перегруппироваться. Блять, СТ первый, красный весь.